Этого дня Эдди ждал целый год. У Эдди и его одноклассников была давняя традиция. Каждый год после окончания школы они отправлялись на несколько дней в лес. Но этот поход был особенным. В этом году школьников впервые отпустили в лес без сопровождения взрослых. Эдди и его друзьям очень нравилось ощущать себя взрослыми. Они создали чат в мессенджере и каждый день обсуждали там детали похода. В день похода школьники собрались у Эдди дома, и его отец отвез их к границе леса, в глубине которого они планировали поставить палатку и провести несколько незабываемых дней. Эдди строго-настрого запретил отцу провожать их и настоял на том, чтобы отец немедленно уехал. Через несколько часов школьники нашли отличное место на берегу озера, где они поставили большую палатку. Чтобы избежать пожара в лесу, Эдди и его друзья выкопали яму для костра и обложили ее камнями по периметру. Так, как это делали их родители. Насобирали дров и отправились купаться. Это был чудесный день. С наступлением темноты школьники собрались у костра, чтобы пожарить маршмеллоу и выпить газировки. А чтобы вечер был не скучным, решили рассказывать по очереди страшные истории. Микки рассказал историю про поезд-пожиратель, Тони вспомнил историю про оборотней, а Стиви рассказал историю про то, как однажды мама, папа и сын отправились на выходные в этот самый лес, и ночью ребенок пропал. Сначала родители искали сына самостоятельно, потом позвонили в полицию, потом подключились поисковые отряды, но ребенка так и не нашли. Зато нашли гигантские следы, которые вели от палатки, где жил ребенок, куда-то далеко в лес. Стиви поведал, что с тех самых пор призрак мальчика до сих пор гуляет где-то в этих лесах. Над этой историей все посмеялись, но на самом деле она их испугала. Просто они не хотели этого показывать. Когда над лесом взошла полная луна, а костер почти догорел, друзья решили отправиться спать. Не спалось только Эдди. В эту минуту ему очень хотелось, чтобы кто-то из взрослых был рядом, потому что находиться одним в лесу было немного страшно. Эдди ругал себя за то, что выпил на ночь столько газировки, ведь теперь ему очень хотелось в туалет, но выйти одному из палатки ему было страшно. Он стеснялся будить кого-то из своих друзей, ведь они уже взрослые, а взрослые не боятся выходить ночью в туалет из палатки. Натянув кроссовки, Эдди выбрался на улицу и отправился к ближайшему дереву. На обратном пути, когда дело было сделано, Эдди пошел к озеру помыть руки. Он наклонился к воде и вдруг увидел краем глаза, как рядом с кустом ивы стоит таинственная фигура. Эдди даже показалось, что этот таинственный гость издает какие-то рычащие звуки. Сердце Эдди забилось сильнее. Он вдруг понял, что его жизнь в опасности. Он быстро встал и побежал к палатке. Он чувствовал, что за ним кто-то бежит. Эдди быстро залез в палатку, застегнул молнию и достал из рюкзака вилку. Он решил, что если этот кто-то посмеет сунуться в палатку, Эдди сможет обороняться вилкой. Таинственная фигура стала ходить вокруг палатки. В свете луны и тлеющего костра Эдди видел через брезент, как тень таинственного гостя то приближалась, то отдалялась. Эдди зажмурил глаза от страха и в эту минуту услышал дикий крик. От этого крика проснулись друзья Эдди. Все вместе они выбрались из палатки, но никого не увидели. Остаток ночи школьники провели без сна. На утро, когда солнце уже давно встало, друзья собрались вокруг старого пня, который служил им столом, и приняли решение не возвращаться домой и не звонить родителям, а отправиться на поиски того, кто приходил ночью в их лагерь, и разобраться с ним. Ведь именно так бы и поступили взрослые, а Эдди и его друзья считали себя таковыми. Школьники стали прочесывать лес. Они заглядывали под упавшие старые деревья, отодвигали кусты, зашли в маленькую пещеру, но никого подозрительного не нашли.
Возвращаясь обратно в лагерь, они неожиданно услышали храп, который раздавался откуда-то из-под земли. По звуку школьники смогли определить, что храп этот раздавался из-за кустов. Вооружившись палками и камнями, они аккуратно отодвинули ветки и увидели, что под кустом в яме спал бородатый вонючий бездомный. Эдди тут же узнал в нем ночного гостя. Школьники начали кидать в него камнями. Каждый выкрикивал оскорбления в адрес бездомного, который хоть и был сонный, но умело уворачивался от камней и палок. Он пытался что-то объяснить друзьям, но те и слушать не хотели. Поняв, что силы не равны, бездомный, не успев надеть старые ботинки, босиком убежал куда-то в лес. Друзья были очень довольны собой, ведь они смогли за себя постоять, как взрослые. Они снова отправились к озеру и прыгали в воду с покосившейся березы. Это был еще один чудесный день. Вечером у костра они еще раз в красках стали вспоминать, как напали на бездомного и как смогли прогнать его. Эдди был уверен, что после такой взбучки он к ним больше не вернется. После активного дня всем хотелось поскорее уснуть. Друзья Эдди крепко спали. Но он опять никак не мог уснуть. Он подумал, что, возможно, тот бездомный захочет вернуться в лагерь и отомстить им за то, что они прогнали его днем. Эдди снова захотелось, чтобы рядом был кто-то из взрослых, желательно его отец. Эдди было стыдно, что он так грубо отправил отца домой, когда тот их довез до леса. В эту минуту Эдди услышал, что около палатки кто-то ходит. На этот раз Эдди решил растолкать своих друзей. Не было никаких сомнений, что бездомный вернулся, чтобы отомстить. Друзья спросонья терли глаза и пытались понять, что им делать. В эту секунду раздался звук, который мог издать или тигр, или какой-то другой представитель кошачьих. В эту секунду 3 гигантских когтя разрезали бок палатки сверху донизу. Школьники в ужасе вжались в дальний угол. Кто-то зажег фонарь и направил его на разрез, в котором в ту же минуту показалась гигантская морда странного кота. Глаза и зубы ярко светились в свете фонаря. Школьники громко закричали. В палатку просунулись 2 лапы в белых перчатках, под которыми были спрятаны острые когти. Монстр пытался схватить кого-то из школьников. Эдди вспомнил, что у него в кармане есть маленький складной нож. Он быстро достал его и разрезал палатку с другой стороны. Наступая друг на друга, школьники выбрались на улицу. В свете костра, который еще не успел погаснуть, они увидели гигантского кота, который был 3 метра в высоту. Руки монстра в белых перчатках волнообразно тянулись к ним. Эдди понял, это был Cartoon Cat, злобный монстр, который охотится на людей. В ужасе школьники побежали кто куда. Эдди хотел залезть на дерево, но цепкая лапа Cartoon Cat'а схватила его и потащила вниз. Через мгновение Эдди оказался в лапах Cartoon Cat'а, который поднял его высоко над землей и приближал к нему свою страшную зубастую морду. В блестящих глазах монстра Эдди увидел свое перепуганное лицо. И тут он понял, что никакой он не взрослый, он все еще ребенок, которому срочно нужна помощь. В эту минуту Эдди услышал чей-то громкий голос, который кричал: «Отпусти его, усатая тварь!» В 3 метрах от Cartoon Cat'а, который держал в лапах Эдди, стоял тот самый бездомный, который все еще был без обуви. В руке у него была горящая ветка, которую он вытащил из тлеющего костра. Cartoon Cat злобно заорал. Он отбросил Эдди в сторону, встал на четвереньки и приготовился к прыжку. Бездомный принял воинствующую позу и готов был дать отпор монстру. В эту минуту Cartoon Cat прыгнул, и между ним и бездомным завязалась драка. Искры от горящей ветки, которой бездомный наносил удары коту, разлетались в разные стороны,
превращая драку во что-то очень зрелищное. Силы были неравны, и монстр повалил бездомного на землю. Эдди понял, что пора стать по-настоящему взрослым и помочь бездомному. Он схватил еще одну горящую ветку и побежал к Картун Кэту. Из своих убежищ повылезали друзья Эдди и тоже стали хватать горящие ветки. Они стали кидать их в Картун Кэта. Одна из них угодила монстру в морду. Картун Кэт взвыл от боли и скачками убежал в лес. В воздухе пахло паленой шерстью. Школьники подбежали к бездомному. Он был жив и даже почти не ранен. Только несколько царапин на его лице говорили о драке с монстром. Позже у костра бездомный поведал школьникам, что он давно живет в этом лесу и пугает туристов, чтобы те немедленно уходили из леса. Таким образом, он спасает их от лап Картун Кэта. Эдди и его друзьям стало стыдно, что днем они напали на бездомного, но он сказал, что он не обижается. До утра они сидели у костра, ели маршмеллоу и обсуждали монстра. Утром бездомный проводил школьников до обочины. На прощание они оставили ему еду, которую не съели, спальник и нож. А Эдди подарил бездомному свои кроссовки, которые оказались ему как раз. В эту минуту из-за поворота показалась машина отца Эдди. Ребята радостно замахали руками. Когда машина остановилась и отец Эдди вышел, друзья решили познакомить его с бездомным. Но тот неожиданно куда-то пропал. В воздухе остался только легкий неприятный запах, который обычно исходит от всех бездомных. У Игоря Глебова почти не было друзей. Все одноклассники считали его странным, а все потому, что парень мечтал стать изобретателем. Физика и химия были его любимыми предметами. Школьники не просто так держались в стороне от юного гения. Дружить с ним было просто-напросто опасно. Однажды на уроке химии, неудачно смешав вещества, он чуть не спалил школу. А на уроке физики во время лабораторной работы его так ударило током, что он потерял сознание и перепугал всех девочек в классе. Игорька, конечно, откачали, но авторитет в глазах класса парень потерял окончательно. С опаской на интересы сына смотрела и его мама. Поначалу Мария Анатольевна принимала увлечение сына с радостью, но когда он начал разбирать дома бытовую технику и собирать из нее различные приборы, пришла в ужас. Однажды исчезли тостер и робот-пылесос, зато вместо них появился прибор, который собирает и одновременно сжигает опавшую листву. Родственной душой Игорек считал своего соседа. Дядя Витя жил через дорогу от Глебовых. Остальные жители считали его странным и необщительным. С уважением к нему относился только Игорек, а все потому, что однажды он зашел к Виктору на Хэллоуин. Тогда он был в костюме ученого Эйнштейна и очень удивился, когда вместо хозяина дома дверь открыла девушка-робот, похожая на русалку, только вместо рыбьего хвоста у нее было большое колесо. Джессика, именно так представился робот, механическим голосом пожелала Игорьку хорошего Хэллоуина, насыпала конфет и элегантно помахала механической рукой. Парень в тот вечер заходил к дяде Вите трижды, и каждый раз Джессика радостно его приветствовала и выдавала сладостей. Но в четвертый дверь открыл сам хозяин дома и грозным голосом спросил, не слипнется ли у Игорька одно место от такого количества конфет. С тех пор дядя Витя стал для юного изобретателя кумиром. Он даже в душе надеялся, что, возможно, когда-нибудь его мама обратит внимание на странного соседа, и у них завяжется роман. И тогда он сможет ходить в гости к нему чаще. Но мама и слышать ничего не хотела о странном мужчине. «Мне и одного чудака хватает», — говорила она, поглаживая сына по голове. Однажды в школе распространился слух о том, что на группу старшеклассников ночью в лесу напало какое-то опасное существо.
Игорьку было очень интересно узнать детали. И он обратился к одному из тех, кто был в том походе, с просьбой поделиться подробностями. Сидя на пустой трибуне стадиона, десятиклассник полушепотом рассказал о том, что на их лагерь ночью напало огромное существо. В темноте его рассмотреть не получалось, но в свете костра оно походило на гигантского кота. «Кто это?» – выпучив глаза, спросил Игорь. Парень сказал, что монстр был больше 3 метров. Глаза его горели ярким цветом, как у всех кошек в темноте, а руки удлинялись, как резиновые, и могли вытягиваться далеко вперед. В конце разговора он и вовсе перешел на шепот и сказал Игорьку, как он слышал от полицейских, что это уже не первое нападение монстра на людей. Юный изобретатель понял, что только дядя Витя способен защитить их улицу от кота-мутанта. Через полчаса он уже стоял на крыльце у соседа. Дверь на стук, как всегда, открыла Джессика. Она рассказала молодому человеку прогноз погоды на неделю, поделилась рецептом сырников без муки и сообщила, что столица Перу – Лима. Потом хотела рассказать анекдот, но неожиданно отключилась. «Наверное, сел аккумулятор», – подумал Игорь. В глубине дома послышались шаги, и на крыльцо вышел дядя Витя. Он откатил робота в сторону и спросил, что школьнику нужно. Игорь сбивчиво рассказал про случай со старшеклассниками и предложил соседу подумать над тем, как изобрести ловушку для этого странного кота. Дядя Витя сдвинул брови и сказал, что Cartoon Cat не существует, а вся эта история басня, и захлопнул дверь. «Cartoon Cat?» – спросил Игорь уже сам у себя и со всех ног бросился домой искать в интернете хоть какую-то информацию. Уже через 5 минут он узнал, что Cartoon Cat – это опасный монстр, который нападает на людей на природе или в пригороде. «Он существует, и все мы в опасности», – прошептал подросток. Однажды вечером месяц спустя, когда уже выпал снег, Игорь возвращался с тренировки. Вдруг откуда-то со стороны парка раздался крик. 2 девчонки бежали вдоль улицы и просили о помощи. Школьник помчался им навстречу. Они наперебой начали ему рассказывать, что из-за деревьев выскочил гигантский кот и пытался их схватить. «Неужели правда Cartoon Cat?» – подумал Игорь и устремился в сторону парка. На заснеженной поляне стоял и шипел гигантский кот. Глаза школьника и монстра встретились. Животное встало на 4 лапы и, втыкая острые когти в замерзшую землю, помчалось в сторону подростка. Игорь бросился домой. По дороге он громко звал на помощь. Первым на его крики выскочила Джессика. «Я теперь умею петь и танцевать», – механическим голосом сообщила она. «На помощь!» – завопил школьник. В эту минуту Cartoon Cat уже догнал его. Игорь зажмурил глаза и приготовился к смерти, как неожиданно между ним и монстром встала Джессика. «А еще я умею драться», – также весело сообщила она. В эту минуту рука ее вдруг резко вытянулась на много метров вперед и ударила Cartoon Cat в нос. Затем последовал второй удар. Кот не ожидал такого поворота событий. Он вытянул свою правую руку вперед, схватил Джессику за горло, а второй рукой взял ее за туловище и рванул вниз. Голова оторвалась от тела, и из шеи брызнула синяя жидкость. Джессика взвизгнула и замерла. Кот отбросил ее части в разные стороны и стал медленно наступать на Игорька. В эту минуту за спиной у школьника раздались громкие шаги. Они были настолько мощными, что машины, припаркованные у домов, стали подпрыгивать, а сигнализации громко завывать. Игорь оглянулся
и увидел, что вдоль улицы, широко шагая, идет еще один Cartoon Cat, только значительно больше и из металла. Подросток отбежал в сторону. Два монстра, живой и металлический, стояли друг напротив друга. Каждый из них изучал противника. Настоящий Cartoon Cat первым перешел в наступление. За считанные секунды, значительно увеличившись в размерах, он прыгнул в сторону робота, но тут же получил металлическим кулаком в глаз и отлетел обратно. Спустя мгновение Cartoon Cat встал на 4 лапы и рванул вперед. От его удара робот повалился на землю. Широко разинув пасть, монстр вцепился острыми клыками в плечо робота и тут же взвыл от боли. Металл оказался очень прочным. Поломанные зубы кота вывалились на грязный снег. Он отскочил в сторону. Железная махина тем временем неуклюже встала на ноги и снова двинулась в бой. На этот шум из домов повыскакивали жители улицы. Мамы Игорька среди них не было. Cartoon Cat, понимая, что просто так ему не справиться, неожиданно рванул в сторону, вцепился в столб электропередач и повалил его на железного кота. Раздался треск электричества. Искры полетели в разные стороны. Робот затрясся, задымился от удара электротоком и рухнул на спину. Жители улицы вздрогнули. Cartoon Cat с видом победителя стал наступать на противника. Он громко кричал и шипел, обнажая поломанные зубы. Робот как мог пытался встать, но у него не получалось. Рядом извивались и искрились оборванные провода. Cartoon Cat встал перед противником и приготовился его добить. На улицу выбежала мама. В руках у нее был огнетушитель. Она направила мощную струю содержимого баллона на кота. На какое-то время монстр оказался в плотном облаке. Ничего не видя вокруг себя, из стороны в сторону, он стал метаться по улице и неожиданно наступил на оголенный провод, получив мощный разряд. В воздухе запахло паленой шерстью. Кот взвыл и отпрыгнул в сторону, а когда развернулся для нападения, то увидел, что вся улица стояла между ним и роботом. Жители, кто с лопатами для снега, кто с лыжными палками, кто со сковородками, встали готовые к бою. За их спиной, скрипя механизмами, медленно поднялся робот Cartoon Cat. Понимая, что силы не равны, монстр взвыл и умчался в сторону парка. В эту минуту живот металлического гиганта открылся, как дверь машины, и оттуда выпал дядя Витя. Весь избитый и уставший, он лежал без сознания. Первыми к нему на помощь бросились Игорек и его мама. Месяц спустя сын, мама и дядя Витя сидели на кухне у Глебовых. «У нас для тебя новость», — сказала мама. «Мы решили жить вместе, если ты не против», — сказал дядя Витя. «Я не против», — захлопал в ладоши счастливый подросток. «И я не против», — механическим голосом сказала Джессика, выезжая на кухню с подносом, на котором дымились чашки с чаем и лежало печенье. Шея робота была перемотана синей изолентой. Полина Коробова и двое ее детей, Константин и Ева, лежали на диване и смотрели мультфильмы. Обычно мама не разрешала своим детям ложиться так поздно, но сегодня ее муж уехал в командировку почти на месяц, и она не хотела оставаться вечером одна. Происходящее на экране женщину не увлекало, и она, глядя в телевизор, строила планы на предстоящий день. Неожиданно на кухне раздался какой-то грохот. Вся семья вскочила с дивана.
Как любая мать, Полина спрятала детей за себя, и все трое медленно пошли на кухню. Первым делом они увидели, что холодильник открыт, а на полу валяется стул. «Бегите в свою комнату, закройтесь там и не выходите», – скомандовала мать. Сама взяла скалку из шкафа и пошла изучать кухню. Но кроме открытого холодильника и валяющегося стула, ничего не обнаружила. Полина пробежалась взглядом по полкам. Все продукты были на месте, пропал только сыр. «Кто бы это мог быть?» – подумала мать, закрывая холодильник. «Наверное, еноты», – решила она. Еще раз оглядев кухню, Полина щелкнула выключателем и пошла к детям. В это время из-за шкафа тихонечко вышла темная фигура с большими ушами. Таинственный гость аккуратно приоткрыл заднюю дверь и выскользнул из дома. Это был не енот. Утром Полина пила кофе и думала, как бы ей избавиться от енотов. Она знала, если животное однажды забралось в дом, то потом будет делать это постоянно. Женщина решила, что ей нужно будет как следует его наказать. Убивать она не собиралась, а вот испугать хулигана вполне могла бы. Вечером этого же дня, когда дети уже спали, она была готова к визиту ночного вора. Женщина разложила ароматный сыр по всей кухне, а сама с водным пистолетом своего сына спряталась за кухонным островом. Заднюю дверь, через которую животное приходило в дом, Полина преднамеренно оставила открытой. Время шло, но енот не появлялся. Сама того не заметив, женщина уснула. Проснулась она от странного звука. На первый взгляд это походило на писк мыши, но Полина была уверена, что енот такого звука издавать не может. Женщина взяла с пола водный пистолет и тихо поднялась. Посреди кухни около холодильника стояла большая черная фигура, которая грызла сыр и пищала от удовольствия. В полумраке Полина смогла понять, что у этого неизвестного гостя необыкновенно большие уши, и ростом он примерно 1,70 м. Но кто это был, она не понимала. Женщина осторожно протянула руку к выключателю, зажгла свет и увидела огромную мышь, которая пришла к ней как будто бы из мультика. Встретившись глазами, существо и Полина закричали. Непонятно, кто кого испугался больше. Хозяйка дома стала изо всех сил жать на курок водного пистолета, стреляя струями воды в неизвестное ей существо. Мышь носилась по всей кухне и пищала. В какой-то момент вместо того, чтобы сбежать, она решила обороняться. Схватила корзинку с фруктами и стала кидаться ими в женщину. Когда фрукты закончились, она переключилась на банки с сыпучими продуктами. Полина в ответ кидалась столовыми приборами и вдруг нашла в шкафу тяжелую ступку для специй. Со всей силы она кинула ее в противницу. Та присела. Посудина, пролетев мимо, выбила окно. Недолго думая, мышь прыгнула в образовавшуюся дыру в стекле. На этот грохот прибежали дети. Их мать, запыхавшаяся, перемазанная мукой и вареньем, стояла в центре кухни. В руке у нее была сковорода. Константин и Ева терли сонные глаза и ничего не понимали. Весь следующий день Полина была сонная и нервная. Она никак не могла понять, с кем она столкнулась накануне ночью. Звонок в полицию ситуацию не прояснил. Дежурный посоветовал ей запирать дверь дома лучше, и что, скорее всего, это был какой-то бездомный, который хотел есть. Полина решила обойти свой участок и проверить, не прячется ли это существо где-то рядом. Ведь если оно так часто заходит к ним в гости, значит, обитает где-то неподалеку. Женщина проверила кусты роз, заглянула в сарай с садовыми принадлежностями, но никаких следов монстра не обнаружила.
В последний момент ее взгляд привлек домик на дереве. Дети давно перестали туда подниматься, потому что выросли. Но женщина решила все-таки туда наведаться. Аккуратно ступая, она поднялась вверх, посмотрела внутрь и вздрогнула. В домике мирно посапывало то самое существо, с которым ночью Полина сражалась. Рядом с мышью валялась упаковка от сыра. Хозяйка дома медленно спустилась вниз, взяла садовый шланг, которым поливает газоны, поднялась опять наверх и нажала клапан. Мощная струя вырвалась прямо на гигантское существо. Мышь вскочила и начала метаться по домику. Единственный выход загораживала Полина со шлангом. Существо пищало и вопило, а потом прыгнуло прямо на женщину. Обе выпали из домика. Шланг отлетел в сторону, и пока Полина приходила в себя, существо, издавая истеричные звуки, убежало в сторону леса. Коробова была собой очень довольна. Кто бы это ни был, больше в ее дом он не вернется. Вечером, поцеловав детей на ночь, мать отправилась к себе. На всякий случай рядом с кроватью она положила тот самый водяной пистолет сына. Уже засыпая, она вдруг услышала, как из спальни ее детей раздался крик. Полина схватила пистолет и побежала туда. Она распахнула дверь и обомлела. В комнате ее детей со стороны открытого окна стоял гигантский мультяшный кот. Зубы его зловеще блестели в полумраке. Длинные руки извивались и тянулись в сторону детей. Монстр грозно мяукал. Единственным оружием у Полины был водяной пистолет. Она направила его на кота. Но вместо того, чтобы испугаться, он резко вытянул руку в ее сторону, схватил за шею и отбросил в угол. Дети замерли в ужасе, глядя на монстра, конечности которого стали еще длиннее и тянулись к ним. Полина пришла в себя и забралась на кровать к детям, пытаясь закрыть их собой. Неожиданно со стороны открытого окна мелькнула какая-то тень, и из-за шторы выскочила та самая мышь. Она встала между матерью с детьми и гигантским котом. Глаза ее налились кровью, зрачки сузились, мышь громко запищала, обнажив 2 ряда мелких зубов. Монстр на мгновение опешил. Молниеносным движением мышь вцепилась в руку кота. Он взвыл и стал мотать конечностью во все стороны, пытаясь отцепить заступницу. Но та не сдавалась. Второй рукой кот схватил ее за шею и стал тянуть. Мышь оторвалась от руки вместе с куском кожи. Кот заорал от боли и со всей силы ударил ее. Заступница пискнула и обмякла. Гигант отбросил ее и снова двинулся в сторону кровати. Зубы стали еще больше. Полина схватила лампу с тумбочки и со всей силы ударила кота по лапе, которую он пытался взять ее сына. Она отбивалась каждый раз, когда кот хотел схватить кого-то из ее детей. Но в конце концов монстр вырвал лампу из ее руки и разбил об стену. Неожиданно откуда-то из темноты выпрыгнула мышь. Она повисла на спине у монстра, вцепившись зубами ему в шею. Кот повалился назад, пытаясь массой своего тела раздавить заступницу. Полина с детьми выскочила из спальни. Своими руками, которые гнулись во все стороны, он смог стащить с себя мышку. Разинув пасть, он попытался откусить ей голову. Но в самый последний момент существо смогло отвернуться. Зубы монстра клацнули и откусили кусок уха. Мышь закричала от боли. Продолжая висеть на вытянутых руках монстра, она раскачалась
и со всей силы пнула его в грудь. Гигант упал, разжав лапы. В эту минуту в комнату вбежала Полина. В руках у нее были садовые вилы. Она стала тыкать кота в бок. С одной стороны на монстра наступала мышь, с другой разъяренная мать с вилами. Сделав 2 шага назад, кот понял, что силы не равны, и выпрыгнул в открытое окно. Обессиленная мышь упала на ковер. Всю следующую неделю дети по очереди дежурили в домике на дереве рядом со своей спасительницей. Ева читала ей сказки, а Константин приносил игрушки. Мышь почти все время спала, просыпаясь только тогда, когда Полина ставила рядом с ней сыр. Однажды к вечеру она настолько поправилась, что даже смогла встать. Полина и вся ее семья были этому очень рады. Чтобы отпраздновать выздоровление, мама заказала для всех гигантскую пиццу 4 сыра. А утром, когда все трое прибежали проверить мышку, то обнаружили, что та пропала. В стакане из-под газировки стоял маленький букетик цветов. «Наверное, побежала кого-то еще спасать», — сказала мама и почему-то заплакала. Этой даты Карина Малышкина ждала с нетерпением. Через 3 дня она должна была выйти замуж за самого умного, красивого и внимательного мужчину. Свадебное платье было давно куплено и висело в комнате невесты на самом видном месте. Наряды для подружек висели рядом. Эта свадьба должна была стать самой лучшей свадьбой на свете. Торт пек известный кондитер, а развлекать 200 приглашенных гостей наняли целый оркестр. Огорчало Карину только одно: она очень не хотела расставаться со своей фамилией. Ведь теперь ее никто не будет звать малышкой, как раньше. Через 3 дня она должна была стать Кариной Ивановой. На этом настаивал ее будущий муж Кирилл. Они познакомились, когда он пришел в ее ресторан отметить свой день рождения с друзьями. Короткий разговор за барной стойкой перерос в бурный роман, и вот спустя всего лишь 2 месяца после знакомства Кирилл сделал Карине предложение. Ей завидовали все подружки. Мало того, что жених был необычайно хорош собой, так он еще был и сказочно богат. Ему принадлежала сеть стоматологических клиник по всему городу. Родители Карины были рады. Наконец-то их дочь нашла себе достойную пару, ведь сама Карина тоже была успешным ресторатором. Вложив когда-то свои последние деньги в разорившийся ресторан, за короткий срок она смогла превратить заведение в очень прибыльное и модное место. Против этой свадьбы была только бабушка Карины. С первого взгляда она не взлюбила Кирилла и была категорически против брака. Жених внучки настолько не понравился Лидии Федосеевне, что она даже отказалась ехать на свадьбу. Однажды вечером, чтобы уговорить бабушку, Карина поехала к ней в загородный дом. Она была уверена, что сможет убедить пожилую родственницу в том, что та не права. Бабушка была очень рада внучке, которую не видела несколько недель. В загородном доме было все как в детстве. Даже комната Карины с тех пор не изменилась. На стенах висели плакаты некогда популярных групп, а на кровати между подушек красовался ее плюшевый заяц, без которого Карина когда-то не могла уснуть. Вечер был поздний, и бабушка предложила внучке все разговоры оставить на завтра. Выпив чая с печеньем, родственницы разошлись по своим комнатам. После долгой дороги Карину клонило в сон. Но прежде чем уснуть, она позвонила своему жениху по видеосвязи. Какой же он был красивый. Карина уже почти уснула, как неожиданно дверь ее комнаты приоткрылась. Девушка открыла глаза. Наверное, бабушке не спится, и она решила заглянуть в комнату внучки, подумала Карина. Комната наполнилась ароматом корицы, и сомнений в том, что это бабушка, у внучки не осталось.
«Бабушка, заходи», — сказала Карина. Но в комнату никто не вошел. Она включила светильник у кровати и вздрогнула. Из-за двери в самом ее верху торчали чьи-то некрасивые зубы. Спустя несколько секунд дверь еще раз скрипнула, приоткрылась, и в комнату заглянул череп лошади. Карина оцепенела от ужаса. Она натянула одеяло на лицо и крепко сжала своего плюшевого зайца. Сквозь одеяло она почувствовала, что ей в лицо кто-то громко дышит. Девушка стянула одеяло вниз и прямо перед собой увидела огромную голову лошади, которая на длинной шее висела прямо перед Кариной. Жидкая грива покачивалась из стороны в сторону. Пустые глаза лошади моргнули. Девушка закричала от ужаса. От этого крика Карина проснулась. Она поняла, что это всего лишь сон, и на самом деле никакая лошадь с длинной шеей в комнату к ней не заглядывала. В спальню ворвалась бабушка, которая прибежала на крик. В руках она держала биту. Внучка извинилась и сказала, что это был всего лишь страшный сон. Уходя из комнаты, бабушка принюхалась и громко чихнула. Она сказала, что ненавидит запах корицы. Карина была в шоке. В комнате и правда пахло корицей, так же, как и в ее жутком кошмаре. Остаток ночи она провела без сна. На следующее утро за завтраком Карина еще раз подняла вопрос о своей свадьбе. Она все еще хотела, чтобы бабушка присутствовала на ее торжестве. Но Лидия Федосеевна была категорически против. Она продолжала утверждать, что жених внучки ей категорически не нравится. Бабушка и внучка поругались. Карина ушла к себе в комнату. После бессонной ночи ее клонило в сон. Она закрыла глаза, и неожиданно комната опять наполнилась запахом корицы. А в комнате вдруг стало темно и мрачно. Девушка резко села. В комнате никого не было. Дверь была закрыта. Но где-то справа Карина услышала уже знакомое ей тяжелое дыхание. Она повернула голову и увидела, что через окно в ее комнату медленно вплыла голова лошади. Длинная шея все никак не заканчивалась. С громким хрустом костей эта шея, как удав, стала складываться в кольца прямо над сидящей на кровати Кариной. Лошадь медленно опустила голову вниз и пустыми глазами стала смотреть в лицо девушки. Сердце Карины сжалось от ужаса. «Проснись, проснись!» – твердила она себе, но сон никак не прекращался. Тогда девушка набралась смелости и, что есть силы, ударила лошадь по голове и от резкой боли в руке проснулась. Комната была пуста, лошади не было. Девушка подняла руку и увидела, что на ней синяк, как раз в том месте, которым она ударила лошадь по морде. Карина достала телефон и стала искать в интернете разгадку своего сна. Первый же заголовок сообщил ей, что лошадь на длинной шее снится к большой беде. Девушка спустилась вниз и приложила к руке пачку замороженной фасоли, чтобы унять боль. Бабушки нигде не было. Чтобы доказать себе, что это всего лишь сон, девушка достала из холодильника яблоко. Все лошади, даже странные, любят яблоки. Карина решила, что если в следующем сне лошадь съест яблоко, то значит это не сон, а какое-то паранормальное явление. А если яблоко останется нетронутым, значит это просто кошмар. Поднявшись в комнату, она закрыла глаза и попыталась уснуть. Но сон не шел. Карина достала из тумбочки книгу и начала читать, сама того не заметив, как уснула. И снова в ее комнате появилась лошадь. В этот раз
Голова ее выплыла из-под кровати. Карина не стала пытаться проснуться. Она нащупала рукой яблоко на тумбочке и протянула его лошади. И тут она увидела, что у животного нет нижней челюсти. Лонгхорс, а именно так называли лошадь в статье про сновидения, склонила голову к яблоку, принюхалась, вытянула голову вперед и насадила яблоко на свои острые передние зубы. Под скрип своих костей лошадь скрылась под кроватью, и Карина услышала хруст яблока. Она нагнулась вниз, чтобы посмотреть, как же эта лошадь без нижней челюсти умудряется есть, и неожиданно упала с кровати. Придя в себя, она увидела, что под кроватью лежало обгрызанное яблоко. Сомнений не было, ей действительно грозила какая-то беда. Карина спустилась вниз. За столом сидела бабушка. В руках у нее был карандаш. Она сообщила, что готова пойти на свадьбу, если внучка подробно расскажет ей о своем будущем муже. Карина облегченно вздохнула. Бабушка спрашивала, знакома ли Карина с родителями Кирилла, но она была не знакома. Интересовалась и образованием будущего зятя, но и об этом Карине ничего не было известно. Когда Лидия Федосеевна спросила, есть ли у ее жениха братья или сестры, Карина поняла, что ничего не знает о своем будущем муже. Зато внучка смогла назвать дату рождения Кирилла и номер его автомобиля. Бабушка что-то писала в своем блокнотике. К себе домой Карина ехала очень поздно и была обеспокоена. Она набрала Кирилла по громкой связи и стала задавать ему вопросы бабушке. Жених на том конце провода заволновался. Сбивчиво он стал рассказывать, что с родителями не общается, что закончил медицинский институт, а братьев и сестер у него нет. Карина облегченно вздохнула. Как она могла не доверять своему жениху, человеку, которого она так любила? Машина повернула за поворот, и неожиданно в свете фар она увидела длинную шею с костлявой головой лошади, на голове у которой висела ее свадебная фата. Лошадь тянулась откуда-то из кроны дерева. Карина резко нажала на тормоз. Ремень безопасности впился ей в плечо, и она неожиданно очнулась. Девушка сидела в машине на пустой дороге. Никакой лошади впереди не было. Она просто задремала за рулем и чуть не погибла. Наступил день свадьбы. В белоснежном платье с вуалью на лице, под руку с отцом, она шла вдоль рядов гостей, которые собрались в церкви. Невеста была необычайно хороша. Глаза влюбленных встретились, и последние сомнения растаяли как дым. Священник начал свою службу. На словах «Есть ли в зале те, кто против этого союза?» неожиданно встала девушка и сказала, что она против этого брака, потому что жених аферист. Следом за ней поднялась еще одна девушка и тоже сказала, что она против этого брака, потому что жених преступник. Затем встала еще одна девушка и сказала, что жених не может жениться, потому что женат на ней. Карина подняла вуаль. Никого из тех, кто встал, она не знала. В церковь вошли полицейские и бабушка невесты. На руках жениха защелкнулись наручники. Гости ахнули. Такого никто не ожидал. Спустя час Карина узнала, что ее жених оказался аферистом, который по поддельным паспортам женился на богатых девушках, обворовывал их и сбегал. Полиция несколько лет пыталась выследить его, но каждый раз ему удавалось скрыться. Бабушка обняла внучку и призналась, что это именно она обратилась к своему старому другу, который служил в полиции, и попросила выяснить, кто же на самом деле ее будущий зять. Полиции удалось связаться со всеми обманутыми девушками, которые согласились не только дать показания против афериста, но и приехать на свадьбу.
чтобы доказать Карине, что она совершает ошибку. Внучка подняла заплаканное лицо и спросила, не бабушка ли натравила на нее страшную лошадь без нижней челюсти. Но бабушка только удивленно пожала плечами. Наверное, рассудок внучки помутился от горя. Она еще крепче обняла Карину, сердце которой было разбито вдребезги. Один мальчик по имени Том очень гордился своим отцом, ведь его отец был охотником на сиреноголовых. Про его отца телевидение снимало сюжеты, и он был настоящим героем. Том мечтал, что когда он вырастет, он тоже станет охотником на сиреноголовых. Однажды вечером отец позвал его к себе и сказал ему, что рядом с их домом в лесу видели небольшого сиреноголового, и что, возможно, это детеныш. Отец спросил у Тома, готов ли он пойти с ним и его коллегами на охоту. Том был счастлив, ведь это была настоящая охота на настоящего сиреноголового. Вечером следующего дня Том и отряд во главе с его отцом отправился в тот самый лес, где видели детеныша сиреноголовых. Через несколько часов отряд смог наткнуться на следы сиреноголового, а еще через час они смогли его выследить. Тихо, не издавая шума, отряд разделился на маленькие группы и окружил детеныша сиреноголовых. По команде все охотники стали кидать веревки, и через несколько минут сиреноголовый уже лежал связанный на земле. Отряд сообщил властям, что они поймали сиреноголового детеныша, который был всего 4 метра в высоту. Для его транспортировки требовалась специальная машина, которую нужно было ждать ночь. Детеныша сиреноголовых приковали цепями к самому толстому дереву. Отряд разбил лагерь вокруг этого дерева. Охотники решили держать караул по очереди. Том лежал в палатке с отцом, который крепко спал. Сам же Том не мог уснуть, так как был слишком возбужден после охоты на сиреноголового. Одна мысль не давала ему покоя. Если есть детеныш сиреноголовых, то, наверное, где-то рядом есть сиреноголовые родители, которые его ищут. Поняв, что уснуть не получится, Том вышел из палатки. В эту минуту его внимание привлек шум в кроне дерева. Он поднял голову и увидел, как из-за дерева к нему высунулась огромная рука и схватила его. Том попытался закричать, но рука сжимала его так сильно, что он с трудом мог дышать. Он не понимал, кто это мог быть, но в эту минуту рука подняла его высоко вверх, протащила сквозь крону дерева, и он увидел пасть гигантского сиреноголового. Том понял, что сейчас ему откусит голову. Он зажмурился и стал ждать гибели. Но сиреноголовый не спешил его есть. Открыв глаза, Том увидел, что за спиной сиреноголового, который держал его в руке, стоит другой сиреноголовый. И тогда Том догадался, что это были родители того самого сиреноголового детеныша, которого приковали к дереву. В эту минуту отец Тома проснулся и увидел, что сына нет в палатке. Он стал искать его и спрашивать у остальных, но Тома никто не видел. Отец стал кричать и громко звать Тома по имени. Том видел с высоты, как внизу бегали люди и кричали: «Том! Том!» Но он не мог им ответить, так как по-прежнему был крепко зажат в руке сиреноголового, который был отцом похищенному детенышу. Спустя какое-то время отец сиреноголовый стал двигаться в сторону лагеря. В эту минуту охотники увидели его и нацелили на него свои ружья. Но в тот же момент сиреноголовый ослабил свою руку, и Том смог громко вздохнуть и закричал, чтобы охотники не стреляли. Отец Тома был в шоке. Он понимал, что его сын в плену у сиреноголовых, которые пришли за своим сыном. Сиреноголовый вышел на середину поляны и вытянул руку, в которой держал Тома.
И все охотники ахнули, потому что увидели сына главного охотника. Второй сиреноголовый, который был матерью, как понял Том, вышел на поляну с другой стороны. Из сирены сиреноголовой матери стали раздаваться разные звуки. Это были голоса радиоведущих. Переключая с волны на волну, сиреноголовая мать по одному слову выдавала разными голосами ведущих, что они пришли за своим сыном. Охотники собрались в кучу и стали обсуждать, как им быть. Стоит ли им отдавать похищенного детеныша сиреноголовых? Каковы шансы, что после того, как они его отпустят, сиреноголовый отец отпустит сына охотника живым? Отец Тома вышел на поляну и стал знаками показывать, что сначала сиреноголовый должен отпустить Тома. И только после того они отпустят их детеныша. Сиреноголовый мать и отец тоже начали переговариваться на радиочастотах. Они тоже боялись отпускать Тома. Они думали, что как только они его отпустят, военные откроют огонь. Они видели, что у охотников есть не только ружья, но еще и огнеметы и другое опасное для сиреноголовых оружие. Сиреноголовый отец поднес мальчика к своей пасти в сирене. Отец Тома вздрогнул от ужаса. Он подумал, что сейчас сиреноголовый съест его сына. Он зажмурил глаза. Перебирая в голове человеческие слова, сиреноголовый через сирену стал передавать Тому разные обрывки фраз, из которых Том понял, что его просят помочь. Мальчику было очень страшно, но он кивнул в знак согласия. Сиреноголовый медленно опустил Тома на землю и разжал корявые пальцы. Том побежал к отцу и обнялся с ним. Сын стал говорить отцу, что нужно отпустить детеныша сиреноголовых, чтобы его родители смогли забрать его. Но глаза отца налились кровью. Никто не смеет похищать его сына и диктовать ему условия. Он скомандовал своему отряду, и охотники открыли огонь по сиреноголовым родителям. Сиреноголовые поняли, что их предали. Они начали топтать лагерь и переворачивать машины. Они пытались пробиться сквозь пелену пули огня к своему сыну, но не смогли этого сделать. Отец позвал Тома. Он велел ему бежать к машине и принести ящик с патронами, так как их запас уже заканчивался. Он кинул ключи Тому и просил его поспешить. Том бежал к машине, но понимал, что это неправильно. Он подумал, что это подло предавать сиреноголовых, которые просто хотят забрать своего детеныша. Мальчику было обидно, что отец так поступает. Ведь сиреноголовые его просто похитили, а не убили. В этот момент Том увидел, что в связке ключей есть и ключ от замка, которым был прикован детеныш сиреноголовых. В эту же минуту Том побежал к дереву, где цепями был прикован детеныш. Подбежав к дереву, Том остановился на 1 минуту. Он понимал, что в этот самый момент предает своего отца, но его сердце подсказывало ему, что он поступает правильно. Он решительно шагнул вперед и вставил ключ в замок, чтобы освободить прикованного детеныша. В это время отец Тома и его отряд стреляли в сиреноголовых отца и мать и ждали, когда Том принесет коробку с патронами. Но его все не было. Когда отряд понял, что стрелять больше нечем, они стали искать глазами Тома. То, что они увидели, их шокировало. Том шел по поляне и держал за руку сиреноголового детеныша. 2 ребенка шли в центр поляны к воюющим родителям. Сиреноголовые перестали крушить лагерь и топтать машины. Они увидели, что человеческий детеныш оказался порядочней своего отца. Он смог остановить стрельбу и освободил их сына. Том и детеныш сиреноголовых остановились в центре поляны между враждующими сторонами. Том смотрел на своего отца, а детеныш сиреноголовых на своих родителей. В эту минуту глаза отца Тома наполнились слезами. Он понял, что нет ничего важнее в жизни, чем его сын. Он бросил ружье
и поднял руки вверх. Сиреноголовый отец склонил голову в знак примирения. Сиреноголовый детеныш положил руку на плечо Тома, а Том положил руку на колено детеныша, потому что мог дотянуться только до колена. Через минуту они разошлись в разные стороны. Детеныш пошел к своим сиреноголовым родителям, а Том пошел к своему отцу. Он обнял его и сказал, что больше не хочет быть охотником на сиреноголовых. Два брата Тимми и Стиви больше всего любили рисовать на стенах граффити. Они мечтали, что однажды их работы станут такими же известными, как работы известного уличного художника Бэнкси. Каждый день братья выходили из дома с рюкзаками, доверху набитыми баллончиками с дешевой вонючей краской. Тимми нравилось рисовать мрачные картины, а Стиви любил яркие цвета и позитивные сюжеты. Свои картины братья рисовали под покровом ночи, чтобы никто не смог узнать, кто же автор этих картин. Кому-то картины братьев очень нравились, а кому-то нет. Особенно были возмущены те жители района, кому братья без их ведома разрисовывали двери гаражей или стены домов. Больше всего художества Тимми и Стиви раздражали владелицу кондитерской. Она считала, что эти безобразные картины портят вид их района, а от запаха дешевой краски болит голова. Каждый раз, видя новую картину, она звонила в полицию и просила разобраться с хулиганами. После очередного такого звонка в район приехали коммунальные службы и закрасили все картины братьев. Тимми и Стиви были расстроены. Граффити, над которыми они так долго трудились, сотрудники коммунальных служб замазали густым слоем краски. Владелица кондитерской, наоборот, была очень рада. Она стояла с чашечкой кофе у дверей своего кафе и с нескрываемой радостью наблюдала, как ненавистные граффити исчезают. Тимми и Стиви затаили обиду на женщину. Дождавшись ночи, они собрали все свои баллончики с краской и отправились к кондитерской, чтобы разрисовать весь фасад здания. Братья так увлеклись процессом, что не заметили, как к зданию подъехала полицейская машина. И уже через несколько минут братья сидели в отделении и писали признание в том, что это они на протяжении нескольких месяцев рисуют на стенах района. Глядя на то, как расстроены братья, полицейский обещал им урегулировать вопрос с владелицей кондитерской, если они перестанут рисовать на стенах домов. На вопрос, где же им рисовать, полицейский сказал, что за городом есть старое депо, где стоят сломанные поезда, на которых можно рисовать сколько угодно. Тимми и Стиви были в восторге от этой идеи. Вечером следующего дня братья зашли в кондитерскую, извинились перед ее владелицей и пообещали, что больше никогда не будут вредить району. Растроганная их признанием женщина угостила Тимми и Стиви пончиками и кофе. Счастливые, что теперь у них есть место, где можно рисовать и не бояться, братья отправились в старое депо, про которое им рассказал полицейский. Место оказалось очень мрачным. Идя по путям, братья все время слышали какие-то странные звуки. Иногда им казалось, что в поездах кто-то живет. Настолько мрачными и пугающими они были на вид. Обойдя все поезда, братья поняли, что большая часть из них проржавела от старости и для рисования непригодна. Но был один поезд, который сильно отличался от остальных. Он был красного цвета. В кабине машиниста справа и слева были небольшие окна. На нем Тимми и Стиви остановили свой выбор. Доев пончики и допив кофе, братья достали свои баллончики. Поезд, который они решили разрисовать, был очень необычный. Он был ярко-красного цвета. Двери его были закрыты, и попасть внутрь не представлялось возможным. Стиви предложил нарисовать на вагоне этого поезда цветы и радугу, а Тимми, наоборот, хотел что-то мрачное и темное. Чтобы не ссориться, братья решили разделиться. Тимми взял себе один вагон, а Стиви взял следующий. Каждый из братьев стал рисовать свои граффити.
Неожиданно двери вагона, на котором рисовал Стиви, открылись. Юный художник вздрогнул. Он не ожидал этого. Он решил войти внутрь поезда, чтобы узнать, что внутри. Вагон оказался почти как новый, что очень удивило Стиви. Он решил позвать своего брата, чтобы тот тоже это увидел. Он высунулся из дверей и позвал Тимми. Оказавшись внутри вагона, братья были удивлены тому, насколько этот вагон новый и чистый. Они решили, что каждый из них должен оставить свой фирменный автограф. И как только краска из баллона Тимми коснулась стены, двери вагона закрылись, и поезд тронулся с братьями внутри. Стиви и Тимми были удивлены, ведь им сказали, что в этом депо стоят поезда, на которых никто давно не ездит. Но это был не последний сюрприз, который ожидал братьев тем вечером. В ту же секунду на полу поезда стала появляться какая-то липкая жидкость, которая жутко воняла. Поняв, что если оставаться на полу, можно намертво к ней прилипнуть, братья сунули баллоны в карманы и прыгнули, ухватившись за поручни. Хорошая физическая форма позволила им, перебирая руками по поручням и опираясь ногами о кресло, перейти в соседний вагон. Но в этом вагоне братьев ждало новое испытание. Стены, пол и потолок вагона неожиданно стали сжиматься. Братья были в шоке. Они понимали, что если сейчас не побежать вперед, вагон их просто раздавит. Они, что есть сил, побежали. Тимми бежал первым, и несмотря на то, что бежал он быстро, в конце пути ему пришлось ползти на четвереньках. Но все же он смог выбраться в соседний вагон. Стиви, который бежал следом, повезло меньше в конце вагона. Когда он уже почти выбрался из него, стены, пол и потолок окончательно сомкнулись, зажав Стиви ноги. Тимми изо всех сил тянул брата из объятий поезда, но ничего не получалось. Тогда Стиви понял, что если он сейчас снимет штаны, то сможет выскользнуть из плена. Развязав шнурки на брюках, Стиви снова протянул руки брату, и тот смог вытянуть его из вагона. Без штанов, но живого и невредимого. Вагон, в котором остались брюки Стиви, стал неистово их жевать. Но когда оказалось, что это только ткань, вагон выплюнул брюки Стиви. Они были в дырках и изжеваны. Но все же Стиви их надел, потому что с детства стеснялся ходить без штанов даже дома. Баллон с краской тоже оказался на месте в кармане. Шагнув вперед, братья оказались в кабине машиниста. Машинист поезда стоял у лобового стекла, широко расставив руки и ноги в разные стороны. Сверху и снизу кабины за лобовым стеклом было два ряда острых зубов, которые с улицы не было видно, когда они заходили в поезд. Братья были возмущены. Что это за поезд такой? Решили они спросить у машиниста. Но машинист молчал. Тогда братья решили подойти к нему ближе. Тимми протянул руку к машинисту и похлопал его по плечу. Машинист оказался мягким и липким, как испорченный кусок мяса. Стиви решил посмотреть в лицо машиниста. Он наклонился вперед и тут же отпрянул. У машиниста их поезда не было лица. Вместо него у него была розовая липкая поверхность, к которой прилипли мухи и мелкий мусор. Братья достали телефоны и стали вбивать в поисковой строке разные фразы, надеясь найти хоть какую-то информацию. Тимми вбил «странный красный поезд», а Стиви вбил фразу «машинист без лица». И тут братья узнали, что они находятся внутри поезда-пожирателя. В статье было сказано, что те, кто оказывался внутри поезда, никогда оттуда не возвращались. Братья были в шоке. Умирать так рано не входило в их планы. У каждого из них было запланировано много дел на будущее. В это время зубы поезда начали увеличиваться и стали гигантскими. Теперь их точно можно было увидеть даже издалека. Тимми решил во что бы то ни стало выбраться из кабины машиниста.
Он стал изучать маленькие окна в кабине, которые были по бокам. Искать хоть какие-то ручки, чтобы можно было их открыть, но ничего не нашел. Тимми попытался выбить стекло ногой, но оно не поддавалось. Стиви еще раз посмотрел в отсутствующее лицо машиниста. Ему было страшно, и чтобы хоть как-то себя взбодрить, он достал баллончик и нарисовал на лице машиниста сначала глаза, нос и рот. Он сделал машиниста добрым и улыбающимся, чтобы было не так страшно. Тесная кабина машиниста наполнилась запахом краски, к которой братья давно уже привыкли. Но, как оказалось, этот запах страшно не понравился поезду-пожирателю. Он стал издавать странные звуки. Поезд как будто задыхался. Братья поняли, что это их спасение. Тимми достал свой баллон, и они пририсовали машинисту усы и бороду, а потом опустились ниже и нарисовали ему майку и татуировки. С каждым таким рисунком едкий запах в кабине усиливался. Когда братья добрались до ног машиниста и стали рисовать сандалии и носки, поезд резко затормозил, окна по обеим сторонам машины распахнулись, и пожиратель глубоко вздохнул. Не теряя ни минуты, братья выбрались из кабины машиниста и отбежали на безопасное расстояние. Поезд-пожиратель, глаза которого налились кровью и слезились от запаха краски, выглядел уже не так пугающе. Ведь из кабины им улыбался бородатый машинист. Братья облегченно вздохнули. Они выбросили пустые баллоны и пошли в сторону города. Им по-прежнему негде было рисовать, но зато они были живы. Поезд-пожиратель издал протяжный гудок и уехал в темноту. Одна девочка по имени Маша переехала с родителями в новый город. И все это время после переезда она была расстроена. Каждый день она звонила своим друзьям, которые остались в том городе, в котором она когда-то жила, и говорила, как она по ним скучает. Маше очень сильно не хватало друзей. Ведь в новой школе ее одноклассники отказывались с ней общаться. Родители Маши видели, что их дочь страдает от того, что в новой школе у нее совсем нет друзей. Но они думали, что со временем все изменится. Каждое утро Маша буквально заставляла себя идти в школу. Больше всего в новой школе она боялась свою одноклассницу Эльзу. Эльза высмеивала одежду Маши, ее рыжие волосы. Сначала Эльза просто оскорбляла ее, а однажды грубо толкнула. Но одноклассники только посмеялись над этой ситуацией. В один из дней Маша решила, что вместо школы она будет ходить в кинотеатр. Каждый день с самого утра она ходила в кино. Садилась в первый ряд и совершенно одна смотрела фильмы, так как других зрителей в это время на утренних сеансах не было. Маша так часто ходила в кино, что некоторые фильмы выучила наизусть. И иногда одновременно говорила с героями. Однажды, когда Маша сидела в зале совсем одна и разговаривала с героями своего самого любимого фильма, на который никто не покупал билеты, потому что он был скучным, она услышала покашливание за своей спиной. Маша вздрогнула, ведь она была уверена, что в зале никого нет. Медленно повернув голову, она увидела страшное существо, которое в упор смотрело на Машу. Девочка была в шоке. Она подумала, что сейчас этот монстр нападет на нее. Она уже хотела закричать, но неожиданно монстр поднял свой длинный корявый палец к губам и показал ей, что она должна вести себя тихо. Маша испугалась и повернулась к экрану. Но в эту минуту
Она подумала, что устала терпеть то, что ее все время затыкают. Она уверенно встала и решила сказать монстру, что она его не боится. Но удивилась, так как в зале никого не было. На следующий день Маша снова пошла в этот кинотеатр и снова стала разговаривать с героями того скучного фильма. И неожиданно почувствовала, как кто-то положил ей на плечо руку. В ужасе Маша повернула голову и вдруг увидела зубастую морду чудовища, который вдруг попросил ее не разговаривать в кинотеатре. И тут Маша решила высказать монстру все, что она о нем думает. Она громко сказала ему, что со своими любимыми героями будет говорить столько, сколько ей угодно. В эту минуту монстр поднял руку, и голос Маши пропал. Вместо слов она могла произнести только звук «Хаш». До конца фильма Маша сидела молча. После окончания фильма, когда по экрану побежали титры, к Маше вернулся голос, и она заплакала. Ее единственная радость в жизни, ее убежище от сурового мира, было нарушено монстром. Неожиданно за спиной у Маши раздался голос, который спросил, почему она плачет. Девочка поняла, что это был монстр. Не поворачивая головы, она рассказала ему и о том, как она переехала в новый город, и о том, как в школе над ней издевается одноклассница и насмехаются другие дети. Выслушав историю Маши, монстр смог сказать только одно. Это очень и очень плохо. Хаш должен помочь. На следующее утро родители Маши разбудили ее и стали говорить, что им звонили из школы. И сказали, что Маша в школу не ходит. Они отругали дочь и отказались слушать ее оправдания. Девочка пообещала, что больше не будет пропускать уроки. Собрав волосы в пучок, выпив какао, она пошла в школу, к одноклассникам, которые ее не любили. Зайдя в класс, Маша в очередной раз услышала насмешки. Но некоторые одноклассники стали благодарить ее за приглашение в кинотеатр. Маша была удивлена, ведь она никого никуда не приглашала. Но оказалось, что весь ее класс получил СМС с приглашением в кино от ее имени. А спустя несколько часов удивленная Маша вместе с одноклассниками пошла в кинотеатр. Когда в зале погас свет, на экране начался тот самый фильм, который Маша знала наизусть. Но одноклассники этот фильм не оценили. Для них он был слишком умным и скучным. Больше всех кричала Эльза. Она стала кидать в Машу попкорн и угрожать ей разборками. Маша вжалась в кресло. Она не ожидала такого позора. Она сидела и думала, кто же мог ее так подставить? Неожиданно, когда крики одноклассников стали еще громче, в зале раздался приятный голос, который попросил всех вести себя тише. Это был Хаш. Возмущенная Эльза стала кричать, чтобы Хаш заткнулся. Она стала называть его самым уродливым существом в мире. Но неожиданно Хаш поднял руку, и голос Эльзы затих и превратился сначала в хрип, а потом и вовсе пропал. Хватаясь за горло, Эльза пыталась произнести хоть одно слово, но вместо этого могла произнести только звук «Хаш». Затем Хаш поднял вторую руку
и друг за другом голоса стали пропадать и у остальных одноклассников, которые когда-то смеялись над Машей. В ужасе весь класс уставился на монстра, который стоял, вытянув руки и забрав у всех голоса. В эту минуту Маша поняла, что спасти своих одноклассников сможет только она. На глазах у перепуганных детей она подошла к монстру и опустила его левую руку. И в ту же минуту к ее одноклассникам вернулся голос. Ко всем, кроме Эльзы. Маша так не любила Эльзу и так была на нее обижена, что от всей души желала ей навсегда остаться без голоса, чтобы она больше не могла говорить ей гадости. Но видя, как Эльза страдает, она опустила и вторую руку монстра, и к Эльзе вернулся голос. В эту минуту Маша вышла из зала. Она решила, что больше никогда не вернется в эту школу. Тем же вечером, сидя в своей комнате, Маша вдруг услышала, что под ее окнами слышится какой-то крик. Выглянув в окно, Маша увидела весь свой класс, который во главе с Эльзой хором кричал слово «Спасибо». На этот крик прибежали родители Маши. Они были в шоке. Они стали спрашивать, что случилось. Но вместо ответа Маша подняла указательный палец и поднесла к губам. С тех пор Маша обзавелась большим количеством друзей, которые оценили ее смелость и были благодарны за спасение. И иногда Маша ходила в кинотеатр, чтобы посмотреть очередной скучный фильм в компании своего друга Хаша. День рождения для Наташи каждый раз был настоящей пыткой. А все потому, что родилась она в один день со своей одноклассницей Ингой. Инга была красива, умна и очень популярна. Каждый в школе мечтал с ней дружить. О размерах гардероба Инги ходили легенды. А сама она, шутя, говорила, что может ходить в школу каждый день в разных нарядах и ни разу не повториться. Наташа с завистью смотрела на свою одноклассницу. Она так же, как и Инга, училась в этой школе с 1 класса, но ее почти не замечали. Больше всего Наташу удручал именно ее день рождения, потому что все, кого она мечтала пригласить к себе на праздник, предпочитали день рождения Инги. Однажды, набравшись смелости, Наташа подошла к Инге, которая флиртовала с парнями из баскетбольной команды, и сказала, что у нее есть предложение. Нехотя Инга прервала свою беседу и согласилась выслушать. Смущаясь, Наташа рассказала ей, что у нее есть идея отпраздновать их дни рождения вместе. Так как это выпускной год, после окончания школы, они уже вряд ли все вместе когда-то соберутся, и вечеринка на двоих была бы самым удобным решением. Инга закатила глаза. Меньше всего на свете она любила делить с кем-то внимание, а уж в свой день рождения подавно не собиралась этого делать. Но Наташа продолжала настаивать. Она сказала, что ее отец недавно лечил зубы Ване Сатурну, и тот в благодарность за отличную работу согласился приехать на день рождения Наташи и спеть несколько песен. Инга была в восторге. Она, как и все в школе, была в восторге от Вани Сатурна и знала все его песни наизусть. Она тут же согласилась на совместный день рождения, отпраздновать который предложила у себя в загородном доме, а расходы поделить пополам. Девушки ударили по рукам. На следующий день все в школе получили приглашение на вечеринку, на котором были изображены Инга и Ваня Сатурн. Девушка приглашала всех отпраздновать свой день рождения в субботу. Наташа была в шоке. О ней и ее дне рождения в приглашении не было сказано ни слова. Дождавшись окончания урока, она подошла к Инге и спросила, как же так, где ее имя, на что Инга ткнула в него пальцем.
В самом углу Наташа увидела мелкие буквы, сообщавшие о том, что также в этот вечер состоится и ее день рождения. Это было унизительно. Не дождавшись окончания учебного дня, она убежала из школы в слезах. Возвращаться рано домой с заплаканными глазами ей не хотелось, и Наташа свернула в парк около их школы, нашла укромное место за заброшенным газетным киоском и стала там громко плакать. Неожиданно в кустах около киоска она заметила какое-то движение. Наташа вытерла слезы, которые мешали ей смотреть, и увидела за листвой странную девочку. На ней было длинное платье с желтыми цветами, грязные носки и стоптанные ботинки. Но странным было даже не это. На голове у девочки была огромная маска улыбающегося медведя. «Ты заблудилась?» – спросила Наташа. В ответ та покачала головой в знак согласия. Школьница наклонилась вперед и спросила, как ее зовут. Девочка шепотом сказала «Йо-йо», а на вопрос, где ее родители, просто пожала плечами. Наташа встала и пошла в сторону кустов. Йо-йо отошла на 2 шага назад. Девушка сказала, что готова помочь ей найти ее родителей. И вдруг увидела, что маска медведя растянулась в улыбке, а глаза с длинными нарисованными ресницами 2 раза моргнули. Наташа удивилась. Она никак не могла понять, как эта маска может моргать и улыбаться. Йо-йо шепотом спросила девушку, почему она плакала. Школьница села на траву и стала рассказывать о том, почему она не любит свой день рождения и почему в этом виновата Инга. Йо-йо села рядом и молча слушала. В какой-то момент Наташа отклонилась назад. Ей очень хотелось увидеть, как эта гигантская маска медведя держится на голове девочки. Оказалось, что маска и правда была огромной и держалась на толстой резинке, под которой были спутанные грязные волосы. Наташа подумала, что, наверное, эта девочка бездомная. Порывшись в сумке, она достала бутерброд и протянула его Йо-йо. Девочка в маске медведя взяла его грязными руками. И в эту минуту рот медведя опять растянулся в улыбке, а в глазах появился блеск. Почему-то Наташе стало страшно. Она извинилась за то, что была слишком откровенна с незнакомкой, и поспешила домой. В день вечеринки Наташа была в отвратительном настроении. Она приехала в дом Инги, где уже была куча гостей, и играла музыка. Инга позировала фотографом в специальной фотозоне, которая была украшена цветами. Наташа подошла к ней и хотела встать рядом, но Инга ее изящно отодвинула. За весь вечер никто не вспомнил о том, что день рождения сегодня не только у Инги. Наташа решила дождаться выступления Вани Сатурна и уехать домой. В толпе танцующих одноклассников она вдруг неожиданно увидела ту самую девочку в маске медведя. Она не поверила своим глазам. Как ее новая знакомая могла тут оказаться? Маска медведя в упор смотрела на Наташу. Она неуверенно помахала рукой, а медведь неожиданно подмигнул ей. Затем маска развернулась в сторону сцены, где рядом с артистом прыгала счастливая Инга и зарычала, а после затерялась в толпе. Со сцены Инга объявила, что пришло время открывать подарки. Оказалось, что в огромной куче подарков не было ни одного для Наташи. Все коробки и пакеты были адресованы Инге. Инга открыла первый пакет. Там лежали дорогие духи. В другом пакете были модные туфли. В третьем – билеты на концерт. Инга была счастлива. Осталась еще одна огромная коробка, на которой не было написано, кому она адресована. Но Инга почему-то была уверена, что ей. Именинница кокетливо спросила у гостей, от кого же подарок. Но все переглядывались и молчали. Она открыла коробку и закричала. Огромный рой пчел вырвался на свободу. Гигантские насекомые стали жалить гостей и больше всего Ингу. Люди в панике бегали по газону, отмахиваясь от них. Наташа была испугана.
но насекомые облетали ее стороной и не трогали. В этой панике она опять увидела Йо-Йо, которая улыбалась из-за куста смородины. Коробка, откуда вырвались пчелы, была все еще открытая, и насекомые продолжали оттуда лететь. Наташа подбежала к ней и закрыла ее. Покусанная пчелами Инга подбежала к Наташе и сказала, что никогда ей этого не простит. Наташа как могла пыталась доказать, что пчел подарила не она, но Инга и слушать не хотела. Поправив прическу и припудрив укусы, Инга вернулась к гостям, и вечеринка продолжилась. Спустя какое-то время вошел курьер службы доставки, объявив, что у него подарок для именинницы, но не уточнил, для какой. Он поставил у своих ног большой пакет с логотипом очень дорогого бренда. Инга, к этому моменту почти забывшая про пчел, подошла и аккуратно открыла его. Сомнений, что подарок адресован ей, у нее опять не возникло. Внутри лежала сумка из кожи питона, дорогая и очень редкая. Инга достала подарок. Счастью не было предела. В эту минуту сумка вдруг стала дергаться и шипеть в руках именинницы. Она отбросила ее, и в ту же минуту оттуда выползла огромная змея и поползла в сторону Инги. Краем глаза Наташа увидела, что в толпе опять стоит Йо-Йо. Сомнения отпали. Эта девочка с головой медведя явилась на вечеринку, чтобы наказать Ингу за ее отвратительное поведение. Наташа схватила бумажный пакет, в котором доставили подарок, и в тот момент, когда змея уже готова была напасть на Ингу, накрыла ее этим пакетом сверху и сжала. Животное рвалось наружу, но Наташа со всей силы прижимала пакет к груди, не давая змее выбраться наружу. Через минуту змея успокоилась. Наташа заглянула внутрь. Змеи там не было. Кто-то в толпе начал хлопать, затем еще и еще. Уже через минуту гости аплодировали Наташиной смелости. Испуганная Инга подошла к однокласснице со следами укусов пчел на лице. Она поблагодарила ее за спасение. В эту минуту толпа расступилась, и именинницы увидели еще одну коробку, которой до этого на том месте не было. Рядом с коробкой стояла Йо-Йо. Неожиданно Инга поняла, что все это время бессовестно вскрывала все подарки. Даже те, на которых не было имени, и они могли быть адресованы Наташе. Девушки смотрели на гигантскую коробку, внутри которой что-то подозрительно шевелилось. Наташа решила, что на этот раз коробку откроет сама. Она аккуратно сняла крышку с коробки и медленно заглянула в нее. Гости замерли в ожидании очередной опасности. Но вместо этого из коробки выпорхнули огромные светящиеся бабочки, которые взмыли вверх, и каждая из них взорвалась ярким салютом. Наташа была в восторге. Опустив взгляд с неба на коробку, она увидела Йо-Йо, которая улыбнулась и подмигнула ей. В эту минуту на площадку выкатили торт, и гости стали кричать «С днем рождения!». Инга подошла к Наташе, взяла ее за руку и подвела к столику. На счет 3 девушки задули свечи и обнялись. Инга попросила прощения за такое поведение и незаметно стерла пальцем свое имя на торте, которое написал кондитер, оставив там только слова «С днем рождения». Наташа сказала, что не держит зла, а вечеринку эту запомнит на всю жизнь. Девушки рассмеялись. Наташа стала смотреть по сторонам. Она решила угостить девочку в маске медведя кусочком торта, но Йо-Йо нигде не было. Вадик Дымов стоял на платформе заброшенной станции метро и смотрел в кромешную тьму тоннеля. Было холодно и влажно. С огромной скоростью по рельсам мчался странный красный поезд с гигантскими зубами. Это был поезд-пожиратель. Проезжая мимо платформы, монстр замедлил ход, глаза поезда сузились, а рот растянулся в зловещей улыбке. В окне одного из вагонов Вадик увидел свою девушку. Она стучала в стекло и кричала.
Он кинулся следом, но потоком воздуха его отбросило назад, и поезд-пожиратель умчался во тьму, увозя с собой его Лизу. Он закричал ей вслед и резко проснулся. Это был сон, говорящий о том, что не нужно возвращаться туда, где он чуть не погиб и где потерял свою девушку. Спустя несколько часов Вадик и еще 3 человека стояли у входа в заброшенную станцию метро. Он не был тут год с тех пор, как поезд-пожиратель украл его невесту. И вот теперь вернулся сюда снова, потому что только он знал, как попасть на заброшенную станцию метро, и только ему были известны самые интересные маршруты. Парень был проводником в подземелье. Год назад Вадик дал себе слово, что больше никогда сюда не спустится. Но 3 состоятельных друзей предложили ему деньги, от которых он не смог отказаться. И вот он снова тут. Через полчаса группа уже стояла на заброшенной платформе. Когда-то богато украшенная мрамором станция метро до сих пор не утратила своего великолепия. Вдоль стен стояли скульптуры, а на потолке была яркая мозаика. Туристы начали фотографироваться и записывать видео, рассматривая через экран телефона все достопримечательности. Когда подземное помещение было полностью ими изучено, Паша, Ира и Стас собрались в кружок и начали о чем-то шептаться. Затем один из парней обратился к Вадику, сказав, что они готовы заплатить еще столько же, если тот проведет их по железнодорожному полотну к другой станции. Вадик категорически отказывался, но когда молодые люди сказали ему, что пойдут без него, он нехотя согласился сопроводить их. Они медленно шли по рельсам. Смех и громкие шаги эхом разлетались по подземелью. Вадик как мог успокаивал туристов, но от увиденного они были настолько в восторге, что не могли сдерживать эмоций. Спустя несколько минут рельсы вдруг стали дрожать. Проводник замер на месте и поднял руку, чтобы все остальные тоже замолчали. Сзади в их сторону ехал состав. Звук поезда становился все громче. «Бежим!» – закричал Вадик, и вся группа помчалась по рельсам вперед. Лучи фонарей хаотично плясали по стенам тоннеля. Вадик бежал первым. Он так ускорился, что не сразу заметил перед собой преграду, и на огромной скорости врезался во что-то твердое и отлетел назад. Все остальные остановились. Лучи фонарей, направленные вперед, высветили на железнодорожных путях старый синий поезд. В тоннеле стало светло. Послышался визг колес. Поезд, который ехал следом за ними, начал тормозить. Вадик и его туристы испуганно смотрели на приближающийся к ним состав. Это был красный поезд, на первый взгляд неотличимый от других поездов. Вадик вышел вперед. Свет фонарей поезда стал менее ярким. За лобовым стеклом ребята увидели странного машиниста, широко раскинувшего руки по сторонам. Лица у него не было видно. Туристы достали телефоны и начали фотографировать. Кто-то даже предложил забраться внутрь и проехаться. В эту минуту красный поезд вдруг задрожал. Сверху и снизу у него появились гигантские зубы, а по бокам его стали один за другим открываться глаза. Когда трансформация была закончена, все увидели перед собой поезд-пожиратель. Ирина закричала от ужаса. Все 4 решили спрятаться во впереди стоящем синем поезде, который преграждал им дорогу. Друг за другом они запрыгнули в вагон и стали наблюдать за тем, что собирается делать поезд-пожиратель. Зубастая кабина смотрела на них через стекло очень злобно. Пожиратель стал дрожать и двигаться назад. Все дружно предположили, что поезд уезжает туда, откуда приехал. Вадик решил пройтись внутри синего поезда. Его смутило, что раньше он не видел его в этом месте. Парень шел вдоль состава и освещал себе путь фонариком. Спустя какое-то время он стал замечать, что в поезде тут и там
Валяется одежда, сумки, телефон и даже игрушки. Инструктор сдвинул брови. Это было подозрительно. Вадик зашел в еще один вагон и увидел скелеты каких-то животных. Разгадка ударила его словно током. Они внутри еще одного поезда-пожирателя. Он развернулся и побежал в сторону кабины, где были его туристы. Но дверь в нее была заперта. Были слышны душераздирающие крики, молящие о помощи. Вадик со всей силы стал пинать дверь. После нескольких ударов та поддалась и приоткрылась. Он обеими руками вцепился в ее края и рванул на себя. Пол кабины поезда превратился в зыбкое болото, в котором тонули его туристы. Из этой жижи торчала рука Павла, которая медленно проваливалась вниз. Все остальное его тело уже утонуло. Станислав провалился в липкую жижу до самого носа и пытался поднять голову, чтобы вдохнуть. Но через секунду и он пропал. Ирина вцепилась обеими руками в край окна и молила о помощи. От пояса и ниже она была в этом странном болоте. Вадик подал ей руку и стал тянуть, что есть сил. Из жижи стали подниматься щупальца и тянуть девушку вниз. Некоторые из них дотягивались и до проводника. Парень сжал зубы и резко рванул Ирину на себя. Вдвоем они повалились назад. Девушка была перепугана, но жива. Не успели молодые люди прийти в себя, как внутри поезда загорелись огни, и он начал набирать ход. Вадик заметил, что пол поезда снова стал обычным и твердым. И за это время появился нарост в форме машиниста. Сомнений в том, что они внутри еще одного поезда-пожирателя, не осталось. Их состав на полном ходу куда-то мчался. Молодые люди стали пробовать открыть двери или окна, но ничего не получалось. Впереди они увидели тот самый красный поезд, от которого убегали в начале. Он мчался им навстречу с огромной скоростью. С минуты на минуту должно было произойти столкновение. Ирина уже пришла в себя. Она сказала, что если поезд живой организм и у него есть рот, значит, есть и то, что с другого конца пищевода. Вадик скривился. Лезть через задний проход монстра ему не очень-то хотелось. Их синий поезд издал протяжный гудок. Состав, мчавшийся навстречу, ответил тем же. До лобового столкновения оставалось совсем мало времени. Ирина и Вадик побежали в конец поезда, на бегу распахивая двери из вагона в вагон. К счастью, путь оказался не таким длинным, и уже через минуту они были в последнем вагоне, в конце которого и правда была маленькая дверка. Молодые люди отошли назад и на счет 3 побежали вперед. Своими плечами они выбили задний проход и вывалились на железное полотно. В эту минуту два поезда-пожирателя столкнулись лоб в лоб. В подземелье раздался скрежет металла. Из-под колес поезда посыпались искры. Вадик поднял взгляд. Они вылетели из поезда как раз около платформы. Он вскочил, обеими руками уцепился за края и поднялся на мраморный пол. Следом забралась и Ирина. Они отбежали на противоположную сторону и увидели, как поезд, из которого они только что выпрыгнули, медленно едет задним ходом. Его кабина была разбита и раздавлена. Из глаз текли слезы, а на него надвигался второй поезд-пожиратель. Он тоже был разбит, но пострадал не так сильно. Когда оба монстра оказались морда к морде посередине станции, красный поезд, как огромная гусеница, поднялся передней частью вверх и всей своей массой рухнул на голову синего пожирателя, в котором погибли Павел и Станислав. Раздавленный поезд затрясся и замер.
Монстр-победитель издал победный вопль. Глаза его стали коситься в сторону людей. Но стоя на станции, они были в безопасности. Поезд еще громче загудел и задним ходом скрылся в подземелье. Ирина и Вадик еще какое-то время смотрели ему вслед, а потом пошли в сторону выхода, все еще переваривая гибель Павла и Станислава, тела которых остались где-то внутри поезда-пожирателя. Профессор Цыпкин сидел в своей лаборатории и заканчивал делать записи в блокноте. День уже подошел к концу, и он собирался пойти домой. Как неожиданно, сверху раздался грохот, как будто кто-то проломил стену. Ученый поднял голову наверх. «Что там происходит, черт возьми?» Неожиданно потолок стал трескаться. Профессор схватил плащ и хотел было бежать. Но тут сверху в центр комнаты упал огромный толстый кот. Это был Cartoon Cat, но только не гибкий и худой, а толстый и неповоротливый. Монстр с трудом сел на пятую точку, посмотрел на Цыпкина и нехотя сказал «Мяу». «Эксперимент удался!» — воскликнул Цыпкин. Аркадий Павлович работал в секретной лаборатории уже много лет. В его обязанности входила разработка различного типа химических веществ, которые бы могли помочь в борьбе с различными монстрами. Именно его отдел разработал когда-то противоядие от инъекции чумного доктора. Недавно Цыпкин придумал, как он считал, совершенно уникальный метод борьбы с монстрами. Он думал, что если они будут толстыми и неповоротливыми, то станут безопасными для окружающих. Ведь всем же понятно, что толстый Cartoon Cat или толстый Сиреноголовый никогда и никого не догонят, им будет сложнее прятаться, и со временем человечество сможет их всех победить. В лаборатории, где трудился ученый, с недавних пор содержался Cartoon Cat. Монстра удалось поймать во время спецоперации. На нем профессор Цыпкин и решил провести первый эксперимент. Кота предварительно усыпили газом, который пустили в отсек, где он содержался. И когда тот уснул, ввели в его тело инъекцию. Но ни через день, ни через два масса тела монстра не увеличилась. Параллельно с этим спецотряд отправился в лес, где по их данным скрывался Сиреноголовый. Там при помощи специального ружья военным удалось выстрелить пулей с инъекцией в гиганта. Несколько дней солдаты наблюдали за Сиреноголовым, но вес монстра также не изменился, о чем они и доложили в лабораторию. Профессор Цыпкин вместе с коллегами были вынуждены признать, что эксперимент провалился. Но теперь, глядя, как в его кабинете сидит толстый Cartoon Cat, масса тела которого увеличилась настолько, что не выдержал пол, Аркадий Павлович понял, что его расчеты были верны, просто для эксперимента нужно было больше времени. Он смотрел на кота и не понимал, как себя вести. С одной стороны, это был опаснейший монстр, но с другой неуклюжий толстый котяра, который даже встать не может. Глаза Cartoon Cat'а вдруг стали испуганными. Кот пухлыми лапками схватился за пышные щеки, открыл рот и как будто хотел что-то сказать. Но в этот момент пол под ним снова треснул, и монстр провалился на первый этаж. Профессор посмотрел вниз сквозь дыру. Кот с трудом встал на ноги и, переваливаясь из стороны в сторону, подошел к двери. Он отклонился назад, а затем резко ударил ее всей массой тела. Трещины поползли в разные стороны. Затем он проделал это еще раз, и кусок стены вместе с дверью выпал на улицу. Cartoon Cat протиснулся в образовавшуюся дыру и, виляя пухлыми бедрами, отправился в сторону леса. Цыпкин спустился по лестнице и пошел по следу кота. И поскольку тот шел медленно, то профессору даже не пришлось его догонять. Неожиданно Cartoon Cat остановился. Он понял, что его преследуют. Монстр развернулся
и грозно уставился на человека. Глаза его налились кровью, руки он выставил в боевой стойке и обнажил зубы. Профессор замер на месте. Кажется, схватки было не избежать. Но в эту минуту кот опустил руки, а скал сменился унылой гримасой. Произнеся невнятное «мяу», он развернулся в сторону леса. Нападать на профессора ему было лень. Ученый вытер пот со лба. Вроде бы драки удалось избежать. К вечеру кот вышел на берег небольшого озера. За несколько часов он преодолел не больше 5 километров. Каждые 100 метров он останавливался, чтобы отдышаться. Профессор шел следом и делал пометки в телефоне. На берегу водоема кот упал животом вниз и, как жирная гусеница, подполз к воде и начал жадно лакать. Затем таким же образом отполз обратно и под кустом акации свернулся в комок и захрапел. Эксперимент начал казаться профессору скучным. Он сел на пень недалеко от монстра и хотел тоже вздремнуть, как вдруг услышал музыку, которая то играла, то прекращалась. Цыпкин пошел на этот звук и через минуту увидел на поляне огромного толстого сиреноголового. Он сидел и ел ветки сочной ивы пухлыми руками, поднося их к своим сиренам. То громко чавкая, то наигрывая музыку, монстр больше походил на панду, чем на опасное существо. Профессор осмелился выйти на поляну и подойти к сиреноголовому. Тот заметил человека и попытался встать, но упал головой вниз, как падают маленькие дети, которые учатся ходить. Поняв, что встать не получится, он уселся обратно на толстый зад и стал шарить вокруг в поисках еды. Профессор подошел максимально близко. От огромного тела разило потом. Над складками летал рой мух. Жир буквально свисал с тела сиреноголового. Ученый обошел существо и встал за его спиной. Он высоко задрал голову и увидел, что монстр оброс жиром с ног до шеи. Голова не изменилась. В эту минуту тот повалился немного вправо, приподняв левую ягодицу. «Что происходит?» – пробубнил профессор. И тут над поляной раздался громкий и неприятный звук, а воздух вдруг стал жутко вонючим. Глаза профессора заслезились. Он что есть сил побежал в сторону. Сиреноголовый тем временем снова уселся и начал жевать ветки деревьев. Поняв, что другой такой возможности изучить монстра ему может и не представиться, Аркадий решил изучить сиреноголового подробнее. По веткам дерева, у которого сидел монстр, он залез наверх. С этой точки голова монстра была видна очень хорошо. Профессор смог рассмотреть и сирены, и то, что внутри них. Там были острые зубы в 3 ряда и длинный красный язык. В рот влетали и вылетали мухи. Профессор отломил ветку с листвой и протянул в сторону сирены. Рот открылся, и монстр ухватился за угощение и начал ее жевать. Цыпкин осторожно переполз с ветки на плечи сиреноголового. По рыхлому телу он ступал как по матрасу. Монстр понял, что по нему ползет человек. Он лениво пытался его смахнуть с себя, но делал это так медленно и так неуклюже, что профессору не составило труда уклоняться от его рук. Он фотографировал все, что видел. Шею, складки, сирены, зубы и надиктовывал короткие заметки на диктофон в телефоне. В какое-то мгновение монстр вдруг перестал пыхтеть. Он замер, но профессор не обратил на это внимания. Неожиданно рука монстра резко поднялась и схватила человека. Цыпкин, зажатый в пухлых пальцах, даже опешил. Он не ожидал такой прыти от толстяка. Монстр держал его в руке напротив своей головы. Профессор достал телефон из нагрудного кармана
и сфотографировал голову монстра. Неожиданно тело сиреноголового начало трястись, по складкам начали ходить волны туда-сюда, раздалось громкое сердцебиение, и вдруг сиреноголовый начал уменьшаться. Буквально за минуту рыхлое тело приобрело привычный вид, и теперь это был прежний монстр. Злой и очень опасный. Инъекция перестала действовать, подумал профессор. Он стал вихляться из стороны в сторону. Пальцы существа еще оставались жирными, но вот-вот должны были стать обычными. Пока этого не произошло, профессор попытался выскользнуть, и у него получилось. Он рухнул вниз, больно ударившись рукой. Монстр тем временем встал на обе ноги, и из его сирен вырвался громкий крик. Цыпкин рванул с места и побежал в сторону лаборатории, но запнулся о торчащую ветку и упал. В эту минуту в темноте загорелись два глаза и послышалось урчание кота. Из кустов вышел Картун Кэт, масса тела которого была снова в норме. Монстр раскрыл пасть зубами, заорал «мяу» и прыгнул на профессора. Супруги Комаровы были исследователями различных паранормальных явлений. Как-то давно, встретившись в институтской библиотеке у полки, где стояли книги про призраков, оборотней и вампиров, они поняли, что созданы друг для друга. За несколько лет, прошедших со дня свадьбы, Маргарита и Кирилл написали огромное количество статей и книг на паранормальные темы. А недавно завели свой канал, на котором рассказывают о различных существах. Блог Комаровых становился популярным день ото дня, что не могло их не радовать. Однако в глубине души они переживали, что за все то время, что они посвятили борьбе с различной нечистью, по-настоящему так и не столкнулись ни с одним паранормальным явлением. Супруги ежедневно получали письма с просьбой помочь. Но почти всем тем происшествиям находилось логичное объяснение. Иногда им казалось, что никаких сверхъестественных существ не бывает, и зря они столько времени тратят на их изучение. Однажды в дверь их дома постучал седовласый мужчина. Он рассказал, что живет в деревне и что его жена таинственным образом исчезла. Они вместе пошли за грибами на поляну, где обычно их собирали. Старик достал телефон и показал фото, где его супруга позировала с ведром. «Я отлучился всего на 20 минут, а когда вернулся, то ее нигде не было. Зато на поляне откуда-то появился старый дом, которого никогда там не было», — сказал пенсионер и показал фото этой избушки. Маргарита посмотрела на Кирилла. Муж понял все без слов. В ту же минуту он встал и начал собираться в дорогу. Это было то самое происшествие с паранормальным подтекстом. Комаровы это чувствовали. Уже через час их внедорожник вместе с дедом ехал в сторону места происшествия. К вечеру, когда солнце почти скрылось за горизонтом, все прибыли в деревню и пешком отправились в лес. Спустя час среди кустов компания увидела тот самый покосившийся дом, в окнах которого горел свет, шторы были закрыты, и есть ли кто-то внутри, понять было невозможно. Вдруг послышался женский крик о помощи, и было очевидно, что он раздается именно из дома. Кирилл и Маргарита, вооружившись обломками сухих веток, вошли внутрь, а старика попросили дежурить на улице. В хижине было пусто. Осмотрев помещение, супруги решили выйти наружу, но дверь не открывалась. Ее как будто кто-то запер. Крик о помощи был ничем иным, как способом заманить их внутрь, решили они. Кирилл схватил полено, которое лежало у печи, и стал им бить по окну. Но от этого удара на нем не осталось даже царапины. «Что это за дом такой?»
Спросила Маргарита, но не дождалась ответа, потому что в эту минуту дом вдруг стал подниматься вверх. Василий Иванович, который все это время бегал вокруг и пытался спасти семейную пару, замер в изумлении. Избушка устремилась вверх. Из-под земли стали выползать гигантские ноги в виде корней, и когда все они оказались снаружи, старик обомлел. Перед ним стоял какой-то неведомый монстр высотой не меньше 20 метров, на длинных паучьих ногах, которые тянулись вверх и соединялись с небольшим телом. А вместо головы был тот самый дом, в котором оказались заперты Комаровы. Окна избушки теперь горели, как 2 квадратных глаза. Мать честная, кто же это? Пробубнил старик, осеняя себя крестом. Существо наклонило голову, посмотрело на него глазами-окнами, а затем, перебирая длинными ногами, двинулось в сторону болот. Комаровы, запертые в доме, безуспешно пытались выбить окна и дверь, но их попытки были тщетными. Маргарита металась по дому, пытаясь найти хоть что-то, что помогло бы им выбить дверь. За печкой она нашла ведро с сухими грибами. Именно оно было в руках жены Василия Ивановича на том фото. Значит, она тоже зашла в этот дом и исчезла. Спустя час старик, который все это время бежал следом, увидел, как дом встал на поляне, где лесники заготавливают пиломатериал. С земли он видел Комаровых, которые стучали в окна. Существо постояло какое-то время, а потом начало трясти головой из стороны в сторону. Как внутри пустой коробки, Рита и Кирилл летали от стены к стене, влево-вправо, вверх-вниз. Монстр тряс головой до тех пор, пока от ударов о стену люди не потеряли сознание. Затем окна в доме погасли, и монстр замер у высокой сосны. Переведя дыхание, старик осмотрелся. Вокруг лежали бревна, которые скоро должны были отправиться на лесопилку. Если здесь заготавливают дерево, значит точно должен быть где-то топор. Пенсионер стал ходить по поляне. В молодости он тоже заготавливал лес, и чтобы не носить с собой инвентарь, они его обычно прятали. Если хорошо поискать, рассуждал старик, то топор точно найдется. Он осмотрелся и вдруг заметил кучу наваленных веток. Старик раскидал их в стороны и увидел, что под брезентом стоит навехонькая бензопила и канистра с топливом для нее. Василий Иванович перевязал находку ремнем и перекинул через себя, как рюкзак. Кирилл и Маргарита очнулись. Было понятно, что дом или отдыхает, или вовсе уснул. «Наверное, он может перемещаться только на небольшие расстояния», – прошептала Рита. Муж молча кивнул. Они выглянули в окно. Сначала они не заметили ничего подозрительного, но затем, приглядевшись, увидели, что на дереве рядом с домом, среди веток, на том уровне, где ноги монстра соединяются с туловищем, медленно ползет Василий Иванович. Комаровы начали махать ему. Им было приятно знать, что кто-то хочет их спасти. Старик поднес палец к губам, давая понять, что нужно вести себя тихо. В эту минуту окна загорелись. В помещении стало светло. Монстр отдохнул и был готов снова идти. Неожиданно пол в доме стал проваливаться вниз. Рита и Кирилл вцепились в подоконник. Доски в центре комнаты обвалились, а под ними был огромный рот с острыми зубами в несколько рядов по кругу. Монстр стал мотать головой из стороны в сторону, пытаясь спихнуть людей в эту воронку смерти. Василий Иванович дополз по ветке до стоящего дома, прыгнул и вцепился руками в ногу.
Затем быстро взобрался на туловище, от которого вниз тянулись ноги, а вверх к дому шея, состоящая словно из веток старого дерева. Из избушки раздавались крики. Было очевидно, что там происходит что-то страшное. Он рванул ручку стартера, и бензопила взревела. Острая цепь впилась в самую толстую ветку, идущую от туловища вверх, а пилки летели во все стороны. Через минуту Василий Иванович пилил уже следующую ветку. Монстр, понимая, что его убивают, стал крутить домом в разные стороны, пытаясь скинуть старика. Но того было уже не остановить. Перерезав отростки, идущие к голове, он нагнулся и вонзил пилу в корень, который выполнял функцию ноги. Раздался визг пилы, и конечность с треском повалилась в сторону. За ней старик перепилил вторую, а затем еще одну. Голова монстра, которая теперь держалась всего на одной ветке, покосилась в бок. Остатками ног он пытался удержать равновесие, но сделать это было уже невозможно. Пройдя 3 метра, монстр повалился на поляну. От удара о землю окна разбились. Старик выполз из-под рухнувшего дома, заглянул внутрь и стал звать Комаровых. Из темноты вышел Кирилл. В руках он нес Маргариту. Она была жива, но без сознания. Старик взял девушку через окно и отошел в сторону. Следом, хромая, бежал ее муж. Лежа на поляне, Маргарита открыла глаза. «Ваша супруга погибла. Мы нашли ее вещи внутри», – прошептала девушка. Глаза старика наполнились слезами. Он резко встал и снова направился в сторону той кучи веток. Нашел среди них бензин для пилы и вернулся к дому. Сквозь выбитое окно он расплескал горючее по комнате, достал спички, и уже через секунду дом вспыхнул. Неожиданно монстр пришел в себя. На оставшихся ногах он поднялся над лесом и с горящей головой, свисающей на бок, побежал в сторону болот. Но через 30 метров рухнул. Голова к тому моменту уже выгорела полностью. Ну а вот теперь можно и домой, сказал старик, утирая слезы. Грузовик на бешеной скорости мчался по автостраде, нарушая все возможные ограничения, иногда вылетая на встречную полосу. Ускорившись до 200 км в час, фура промчалась мимо поста полиции и скрылась за поворотом. Ошеломленные стражи порядка включили мигалки и пустились следом. Когда на мосту они уже почти догнали грузовик, он неожиданно рванул вправо, протаранил ограждение и, как в замедленной съемке, полетел с моста на железнодорожное полотно. Вот-вот должно было произойти столкновение с землей. Но тут полицейские увидели, что буквально в воздухе грузовик вдруг стал меняться. Какие-то его части провалились внутрь, какие-то наоборот появились. И через пару секунд автомобиль вдруг превратился в железнодорожный состав. Это был трансформер. Прыгнул с моста грузовик, а на рельсы с грохотом упал уже поезд. Издав гудок, он скрылся в тоннеле. В кабине сидела счастливая и довольная Галина Громова. «Молодец, малыш! А теперь прибавь скорости, мы не должны его упустить!» — крикнула она и похлопала рукой по приборной доске. Впереди показался еще один поезд. Он был меньше и ехал им навстречу. У него были зубы и большие желтые глаза, рассыпанные по бокам. «Шире пасть!» — скомандовала девушка. Кабина ее поезда
моментально трансформировалась в голову поезда-пожирателя, челюсти которой распахнулись так широко, что впереди стоящий поезд даже не понял, как оказался проглоченным. Внизу под ногами у Галины послышался стук и скрежет. Враг был повержен и перемолот. Еще один есть! Галина с детства мечтала быть водителем грузовика, как ее папа. Все подружки играли в куклы, а она, перемазанная мазутом, вместе с отцом ползала под их фурой, изучала строение ходовой и детали мотора. Антон Громов ничего плохого в том, что дочь проводит больше времени в грузовике, чем с подругами, не видел. «Кто сказал, что это занятие не для девочек?» – рассуждал он. Мама Гали давно смирилась, что вместо юной принцессы в их доме растет страстная любительница крупной техники. Огорчало ее только одно, что у девочки совсем не было друзей. Но Галину эти мелочи не волновали. Лучшим другом ей был папин грузовик. Правда, иногда девочка ревновала отца к фуре. Однажды она пришла на стоянку и услышала, как он разговаривает с ней, называя по имени. «Геша», — говорил он, — «в следующий раз слушай меня, не надо лихачить, мы же чуть не погибли». Галина была в шоке. Она думала, что таким любящим голосом отец говорит только с ней. Антон тем временем похлопал грузовик по кабине, и неожиданно он издал странный звук, как будто пес, которого почесали за ухом. После этого она много раз слышала, как отец говорит со своим Гешей, но старалась внимания не обращать. Однажды, когда Галине было уже 21 и она получила права, грузовик вернулся домой, но из кабины никто не вышел. Девушка вскочила на подножку, заглянула внутрь, но отца там не было. «Но как же машина могла приехать без водителя?» – рассуждала она. Галя спрыгнула вниз и обошла машину вокруг, но папу не нашла. Неожиданно кабина открылась. Девушка залезла внутрь. Она хотела протянуть руку к двери, чтобы закрыть ее, но та захлопнулась сама. Затем мотор взревел, и грузовик, никем не управляемый, умчался в темноту. Галя жала на тормоз, крутила руль, но было бесполезно. У железнодорожных путей фура остановилась. Двери распахнулись. Девушка выпрыгнула на улицу и осмотрелась. Неожиданно фары Геши загорелись ярче, и на путях она увидела своего отца. Он был изранен, но дышал. Дочь схватила его и начала трясти. Антон открыл глаза, улыбнулся и хриплым голосом прошептал, что в этой схватке он потерпел поражение. Но война должна продолжиться, после чего его сердце остановилось. Спустя неделю девушка неожиданно получила письмо, в котором ее отец рассказывал, что их грузовик необычный. Геша – охотник на монстров. «Вообще-то когда-то он тоже был опасным существом», – писал отец, – «но он смог его приручить. А еще он трансформер», – добавил в конце мужчина. Галина пришла в ангар, где стояла машина, и громко спросила, что она может, но фура не реагировала. «Папы больше нет!» – прокричала девушка. «Теперь я твой водитель!» Раздался грустный вздох, а потом грохот металла, и на глазах у девушки грузовик вдруг превратился в поезд, а еще через мгновение снова стал грузовиком. Галя открыла рот от изумления. Она забралась в кабину. Внутри загорелся экран, по которому побежали буквы. «Чую поезд-пожиратель на северо-востоке. Начать охоту?» Галина робко сказала «Да». Машина рванула с места. Уже через полчаса они мчались по дороге, преследуемые полицией, туда, где прятался пожиратель. А еще через несколько минут монстр был уничтожен.
Однажды утром Галина села в кабину. Она, как обычно, собиралась патрулировать местность, но Геша вел себя странно. На экране появилась надпись, что сегодня угроза сверху. Девушка высунула голову из окна, но ничего кроме огромной тучи не увидела. Но грузовик продолжал настаивать, что опасность сейчас находится в воздухе. Он в очередной раз предложил начать охоту, и Галина согласилась. Раздался скрежет металла, и грузовик вдруг превратился не в поезд, а в вертолет. Девушка была в шоке. Винты закрутились, и Галя поняла, что они взлетают. В плотном тумане не было видно ничего, но неожиданно из непроглядной мглы показалась чья-то морда. Галина не верила своим глазам. Из пышного облака на нее смотрела гигантская акула. На экране в кабине появилось предложение. Обнаружена акула-самолет. Атаковать? Да! Прокричала Галина, и Геша рванул в бой. Он взмыл над монстром, трансформировался в поезд-пожиратель и полетел вниз, обрушив всю массу своего тела на голову акуле. Затем перевоплотился в вертолет и снова взлетел вверх. Озадаченный монстр выплыл из облака почти весь и смотрел в небо, но Геши не было видно. Существо стало озираться по сторонам, но тут на спину акулы приземлился гигантский экскаватор. Галя была в шоке. Оказывается, ее друг мог трансформироваться почти в любую крупную технику. Геша тем временем ехал по спине акулы в сторону головы. Пилоты самолета, пролетающего в этот момент мимо, не верили своим глазам. Прямо под ними в воздухе висела скрытая наполовину облаками акула-самолет, по спине которой ехал экскаватор с девушкой в кабине. Ковш машины поднимался, а затем, как стальной кулак, резко опускался на спину монстра. И так много раз. Галя поняла, акула ждала именно этот самолет, и если бы не Геша, то она бы его проглотила. Трансформер доехал до самой головы и стал бить ковшом еще сильнее. Понимая, что так она может и погибнуть, акула медленно наклонила корпус вниз. Экскаватор цеплялся ковшом как мог, но все же гравитация сделала свое дело, и он в кабине с девушкой соскользнул вниз. В свободном полете Геша начал трансформироваться в вертолет. Уже появились лопасти, и до полного преображения оставались считанные секунды. Но в эту минуту из облака появился гигантский хвост акулы, который, как огромная ракета, ударил Гешу, и тот, словно огромный теннисный мяч, полетел куда-то в облака. Трансформер стремительно летел вниз и как мог старался запустить лопасти, но от удара они погнулись и отказывались крутиться. Галина закрыла глаза. До удара о землю оставались считанные секунды. Раздался скрежет металла, и винты вертолета все же закрутились. Геша снова мог управлять ситуацией, но земля была так близко, а времени так мало. Он как мог пытался задержаться в воздухе, но все же с грохотом рухнул на берег реки. Галина пришла в себя внутри кабины вертолета. Голова болела от удара. Трансформер признаков жизни не подавал. Неожиданно загорелся экран, на котором всплыл вопрос. «Галина, ты жива?» «Да», – прохрипела девушка. А я нет. Ты отремонтируешь меня? Галина снова ответила утвердительно «да», и вдруг услышала тот самый звук, который издают собаки, когда их почесывают за ухом. Затем экран снова потух. Одна девушка переехала в новую квартиру. Она очень долго копила на нее деньги и наконец-то смогла купить.
Первым делом после переезда девушка отправилась изучать двор и местность вокруг. Ей очень нравился ее новый район. Он был густо засажен деревьями, вокруг стояли новые дома, а люди, которых она встречала, были очень приветливыми и много улыбались. Но больше всего девушке нравилось то, что вокруг дома было много места, где она могла бы гулять со своей собакой, ведь о собаке она мечтала очень много времени. Возвращаясь вечером после прогулки домой, девушка увидела очень грустного мужчину. Она спросила его, почему он грустит, ведь сейчас очень теплый вечер и кругом все цветет. Тогда мужчина поведал ей историю о том, что его внучка пропала несколько часов назад. Он обошел все дворы, но никаких следов девочки не нашел. Девушка спросила у мужчины, нет ли у него случайно фотографии девочки, потому что она бы с радостью помогла ему найти ее. Она сказала ему, что, наверное, та просто ушла с подругами куда-то, и волноваться не стоит. Дедушка показал девушке фотографию внучки на телефоне, и та отправилась искать пропавшую девочку. Она опрашивала по дороге всех встречных, но никто не видел девочку. Девушка расстроилась. Но неожиданно одна приветливая пара сообщила ей, что видела девочку буквально несколько минут назад на детской площадке во дворе соседнего дома. Девушка побежала туда. Она спешила, ведь уже наступала ночь. Бежать ей было неудобно, потому что она была на высоких каблуках, которые надела для того, чтобы быть элегантной при встрече с новыми соседями по дому. Во дворе соседнего дома действительно была детская площадка, в центре которой стояла новая горка, которую обычно ставят во дворах многих жилых комплексов. Вокруг не было никого. Наверное, уже поздно для прогулок, подумала девушка, и все дети разошлись по домам. Она стала ходить по площадке и звать по имени внучку дедушки. Она громко кричала ее имя, но никто не откликался. Неожиданно на площадке появилась сгорбленная старуха. Она сказала девушке, чтобы та немедленно убиралась домой и больше никогда не показывалась на детской площадке, потому что это небезопасно. Девушка была удивлена и расстроена, ведь это был первый грубый житель ее нового жилого комплекса. Она попыталась наладить отношения и быть приветливой, но сгорбленная старуха замахнулась на нее своей тростью, и девушка поспешила покинуть детскую площадку. Спустя какое-то время она решила вернуться, потому что подумала, что эта сгорбленная злая старуха может быть как-то причастна к исчезновению девочки. Она под покровом ночи вернулась на площадку и увидела, что старуха все еще там, и что в руках она держит куклу. Девушка была в шоке, ведь именно эта кукла была на той фотографии, которую ей показывал дедушка. Девушка была уверена, что сгорбленная старуха каким-то образом виновата в исчезновении девочки. Она притаилась в кустах и стала наблюдать за сгорбленной старухой. Спустя какое-то время девушка увидела, что та покинула детскую площадку, а куклу бросила около детской горки. Подождав какое-то время, девушка решила, что она должна поднять эту куклу. Она подошла к горке и, поднимая куклу, услышала детский плач, который раздавался из горки. Девушка заглянула внутрь трубы горки, но ничего не смогла увидеть внутри. Но звуки детского плача стали еще отчетливее. Тогда девушка решила позвать девочку по имени. Она низко наклонилась к горке, но тут же отпрянула, так как из трубы раздавался зловонный запах, от которого у девушки заслезились глаза и закружилась голова. Но прикрыв рот носовым платком, девушка все же громко крикнула имя девочки в трубу горки и услышала, что кто-то внутри отозвался. Девушка решила посветить фонариком своего телефона внутрь горки. Она наклонилась и просунула руку внутрь горки. Все дальше и дальше она пихала туда свою руку, но никого не видела. Тогда она решила, что, наверное, ей будет проще залезть в горку с головой. Но как это сделать, ведь из горки очень воняло гнилью и нечистотами. Найдя в сумке маску, девушка полезла в горку. Оперевшись одной рукой, она решила просунуть голову внутрь горки. Но неожиданно почувствовала боль в руке, которая опиралась о край. Будучи по пояс в горке, девушка подняла руку, в которой почувствовала боль, и увидела, что у нее царапина на руке. Опустив глаза ниже, девушка увидела, что внутри горки, по ее краю сверху и снизу расположены острые зубы, об которые она и поранилась. Девушка испугалась и решила покинуть горку, ведь это было ненормально, что у горки были зубы.
В этот момент капля пота сорвалась с ее головы и упала на дно горки. В ту же секунду горка как будто ожила и стала двигаться. Все еще находясь по пояс в горке, девушка решила из нее выбраться как можно скорее. Опираясь на острые края зубами, она старалась как можно аккуратнее вылезти из горки, чтобы не порвать новое платье, которое она так же, как и туфли, надела первый раз, чтобы быть элегантной при встрече с новыми соседями. В эту минуту все внутри горки стало сжиматься, и девушка в последний момент смогла выбраться из горки ровно за секунду до того, как горка сжала свои стальные челюсти. Отойдя на какое-то расстояние, девушка поняла, что у нее поранены руки и порвано новое платье. Она подумала, что нужно срочно бежать домой, и так бы она и поступила. Но в этот момент она увидела около горки куклу девочки и тут же поняла, что девочка так же, как и она, возможно, забралась внутрь горки и не может оттуда выбраться. Девушка решила вернуться к горке. Сомнений в том, что горка живая, и что, возможно, это и не горка, у нее не осталось. Аккуратно подойдя к горке, она увидела, что вверху горки на ее крыше появились большие злобные глаза, которые пристально смотрели на девушку. Она решила, что горка — это, скорее всего, какой-то монстр. Иначе как объяснить глаза, которые следили за перемещением девушки по площадке? Подойдя ближе к горке, девушка еще раз громко позвала девочку по имени и услышала детский плач, который раздавался внутри горки. В эту минуту она окончательно убедилась в том, что ребенок внутри, и ее надо спасать. Скинув новые туфли, в которых ей было бы неудобно взбираться по лестнице, девушка решила подняться наверх и оттуда помочь девочке выбраться. В одну секунду преодолев ступени, она оказалась у верхней части трубы горки и увидела внутри ту самую девочку, которую искал дедушка. Девушка и обрадовалась, и огорчилась одновременно. Она была счастлива найти ребенка, но не понимала, как его оттуда вытаскивать. Она просунула руку внутрь горки. Предварительно осмотрев ее контур, она поняла, что там нет зубов, и откусить руку горка не сможет. Девочка вцепилась в руку, но вместо того, чтобы выбираться наверх, девочка стала затаскивать девушку внутрь горки. Изо всех сил девушка старалась удержаться наверху горки и не соскользнуть внутрь. Она не понимала, откуда у такой маленькой девочки столько сил, чтобы тащить ее внутрь. Из горки жутко воняло, а девочка обеими руками вцепилась в девушку и тянула ее вниз. Понимая, что силы не равны и что в любую секунду девушка соскользнет вниз, она стала кричать и звать на помощь. Она надеялась, что кто-то из ее новых дружелюбных соседей услышит ее крики о помощи и прибежит ей помочь. И, о чудо, из кустов к ней приближалась фигура. Сначала девушка не поняла, кто это был, но потом она смогла разглядеть. Это была та самая сгорбленная старуха. В этот раз старуха со всей силы стала бить тростью горку и кричать девушке фразу «Милая, держись!». Но это не помогло, и девушка провалилась внутрь горки, куда ее затащила пропавшая девочка. Внутри горки оказалось темно и влажно. В эту секунду руки девочки отпустили ее, и девушка увидела, как девочка лихо скатилась вниз по горке и выбралась из нее. Девушка поспешила следом, но в эту минуту челюсти горки сомкнулись, и девушка не успела выбраться наружу. Она только успела высунуть свою руку, которую горка не смогла откусить только потому, что на девушке был широкий металлический браслет, который спас ее от смыкания челюстей горки. В эту минуту девушка почувствовала, как по зубам горки кто-то усиленно бьет чем-то тяжелым. Горка взвыла от боли, задрожала и выплюнула девушку на площадку. Вся в слизи и израненная девушка увидела, что спасла ее от гибели та самая сгорбленная старуха, которая и рассказала ей, что эта горка – это монстр, которого вместо собаки завела себе одна сумасшедшая семейка. Эта семейка размещает горку то тут, то там, переезжая с места на место. Дедушка изображает потерявшего внучку деда, родители девочки выступают в качестве случайных прохожих, которые говорят, где видели девочку, а девочка выступает в качестве приманки и в нужный момент затаскивает внутрь горки доверчивых граждан. Девушка была в шоке, ведь она не слышала до этого о таком монстре.
Старуха призналась, что давно следит за этой семейкой, потому что когда-то ее муж погиб в этой горке, спасая девочку. С тех пор она следит за перемещением сумасшедшей семейки и спасает попавших в горку людей. Девушка в растерянности поблагодарила старуху и подумала, что этот вечер был ужасным. Радовало ее только одно, что ее туфли оказались целыми и невредимыми. Надев их, девушка быстро побежала домой. Дедушка Ивана Порываева Петр Кузьмич был настоящей легендой. Долгие годы он возглавлял полицейский участок, и благодаря его стараниям их район считался самым безопасным. Портрет Порываева-старшего висел в полицейском участке на самом видном месте. И когда в отделение пришел работать внук Петра Кузьмича Иван, все, конечно же, ждали от него таких же подвигов, какие когда-то совершал его дед. Но очень скоро Иван Порываев разочаровал своих коллег. Он боялся стрелять из оружия, был излишне вежлив даже с самыми отъявленными преступниками и очень не любил физические нагрузки. На самом деле Иван Порываев никогда не хотел быть полицейским. Но ему, как единственному внуку Петра Кузьмича, с самого детства говорили, что он должен пойти по стопам своего легендарного деда. И когда пришло время выбирать профессию, Иван не стал сопротивляться. Иногда он думал, что когда-нибудь все-таки сможет раскрыть какое-то запутанное преступление, и тогда коллеги перестанут над ним смеяться, а дедушка наконец-то получит повод гордиться своим внуком. Но все особо важные дела доставались коллегам Ивана. Ему же чаще всего доверяли поиски пропавших домашних животных. Однажды вечером, когда Иван уже собирался уходить, в их отделении появилась элегантная девушка, которая была очень напугана. Сбивчиво она рассказала дежурному полицейскому о том, что некая семья завела себе страшное существо, которое опасно для всего района, а возможно даже и города. Когда дежурный унылым голосом спросил, о каком таком существе идет речь, девушка сказала, что речь идет о горке-пожирателе. Дежурный расхохотался девушке в лицо. Наклонившись вперед, он посоветовал ей обратиться к доктору, потому как с ее головой явно что-то не в порядке. Расстроенная девушка вышла из полицейского участка вся в слезах. Ивану Порываеву стало немного обидно за нее. Он налил в одноразовый стаканчик воды из кулера и вышел следом за девушкой. Вообще-то вода в кулере была только для сотрудников участка, но Иван часто наливал ее всем желающим. Блондинка сидела на ступенях полицейского участка и вытирала слезы. Полицейский протянул ей стакан воды, сел рядом и представился. Девушка взяла стакан, сделала 3 больших глотка и сказала, что ее зовут Катя. Порываев извинился за своего коллегу и попросил девушку еще раз рассказать о том, какое существо угрожает их району. Он поклялся честью своего знаменитого деда, что не будет смеяться над ее рассказом. Катя поведала ему историю о том, как переехала в этот район несколько дней назад и вызвалась помочь дедушке, у которого пропала внучка. И когда она пошла искать девочку, то нашла ее внутри детской горки. Девушка прыгнула вниз головой внутрь горки, чтобы вытащить ее, но застряла там. В то время как девочка выскользнула из горки целая и невредимая. Глотнув еще немного воды, девушка рассказала, что спасла ее из этой горки одна бабушка, которая и поведала ей о том, что это горка-пожиратель. Монстр, который прикидывается нормальной горкой, а по факту те, кто хочет проехаться по этой горке, бесследно исчезают. В конце Катя добавила, что по ее данным, у этой горки есть сообщники, которые помогают ей находить жертв. В частности, внучка специально застревает в горке и выступает в качестве приманки, завлекая людей внутрь. Иван был удивлен такому рассказу. С одной стороны, он не верил девушке, с другой стороны, рассказ звучал так убедительно. В качестве доказательства девушка достала из сумки широкий металлический браслет и показала следы от зубов горки-пожирателя.
Иван пообещал, что попробует разобраться в этой истории. Они обменялись с Катей телефонами, и та ушла, оставив на ступенях пустой одноразовый стакан со следами розовой помады. Иван достал телефон и позвонил дедушке, который после выхода на пенсию жил на даче и разводил уток. Немного сбивчиво Иван поведал Порываеву-старшему рассказ про горку пожирателя. Но, к удивлению внука, дед не рассмеялся в ответ. Он помолчал какое-то время, а потом сказал, что слышал о таком монстре. И даже знает, что в некоторых районах люди и правда пропадали на детских площадках. Отключив телефон, Порываев-младший решил во что бы то ни стало распутать это преступление. И позвонил Кате. Уже через час Катя и Иван были около той самой детской площадки, где она чуть не погибла. Горка стояла на месте. Полицейскому все еще до конца не верилось, что эта обычная с виду горка может быть монстром. Он поделился своими сомнениями с девушкой, но она попросила его не торопить события и наблюдать внимательнее. И действительно, как только на город опустилась ночь и люди перестали ходить мимо горки, у нее неожиданно сверху открылись глаза. Горка моргала ими и смотрела в разные стороны, как будто кого-то ждала, иногда при этом громко вздыхая. Порываев был в шоке. Через какое-то время Катя и Иван услышали шаги. Кто-то приближался к горке со стороны мусорных баков. Порываев хотел выйти из засады, чтобы предостеречь людей об опасности. Но Катя схватила его за руку и шепотом велела ждать. На детской площадке появились дедушка и внучка. Те самые, благодаря которым девушка чуть не погибла. Девочка стала обнимать горку и щекотать ее. Горка счастливо захрюкала. Нижний конец ее трубы растянулся в улыбке, обнажив острые зубы. Глаза горка блаженно прикрыла. Дедушка достал из сумки гамбургеры и стал кидать их горке в рот. Горка чавкала и улыбалась. «Доставай пистолет», – прошептала Катя. Но Ивану нечего было достать. Он никогда не носил оружие, потому что для поиска домашних животных оно ему не требовалось. С собой у Порываева были только наручники. Катя схватила сухую ветку, отломила ее так, чтобы в темноте она была похожа на пистолет, и дала ее Ивану. «Руки за голову!» – прокричал Иван и выскочил на детскую площадку. Дедушка и внучка в ужасе уставились на полицейского. Горка перестала улыбаться и жевать. Глаза ее сделались злыми, она оскалила зубы и зарычала. Порываев еще раз повторил свою команду, но уже менее решительным голосом, так как не понимал, как действовать, если тебя не слушают. Дедушка встал на колени, сложив руки на затылке. Внучка тем временем быстро вскарабкалась наверх горки. Иван осторожно подошел к дедушке, собираясь надеть на него наручники. В эту минуту луна выглянула из-за туч, и пенсионер увидел, что вместо пистолета у полицейского сухая ветка. Он вскочил со скоростью, которая обычно не присуща пожилым людям, и грубо толкнул Порываева. Тот упал. Наручники и ветка отлетели в сторону. Неожиданно сверху горки девочка громко прокричала «Фас!». Горка стала одну за другой вытаскивать из земли свои ноги. И уже через минуту надвигалась на полицейского, который все еще сидел в недоумении. Всем привет! Пожалуйста, не переключайся. Видео продолжится через несколько секунд, и впереди тебя ждет все самое интересное. Только это секрет. А сейчас я хочу просто напомнить тебе, что аниматор старается именно для тебя и нуждается именно в твоей поддержке. Он ждет твоего лайка под этим видео. Давай не дадим аниматору грустить и скучать. Дедушка тоже взобрался на горку и стоял рядом с внучкой. Девочка злобно смотрела на полицейского. Она прокричала еще одну команду,
И горка неожиданно подняла свою зубастую трубу, по которой обычно скатываются люди, и со всей силы обрушила на полицейского, который едва успел отпрыгнуть. Катя испуганно смотрела на все происходящее. Она понимала, что Ивану не справиться в одиночку. Она достала телефон и вызвала полицию, сообщив им, что на их коллегу напало опасное существо. Закончив разговор, она выскочила на площадку помогать новому другу. Горка-пожиратель встала на задние ноги, передними перебирая в воздухе. Труба горки от этого поднялась еще выше. Раздалась новая команда от девочки, и монстр устремил всю мощь своей конструкции вниз на Ивана. Но за секунду до удара Катя оттолкнула полицейского. Парень и девушка лежали на земле, увернувшись от монстра. Глаза горки налились кровью. Дедушка и внучка тоже были в бешенстве. Горка громко стучала своими железными ногами, приближаясь к Ивану и Кате. Полицейский вскочил, схватил валяющиеся на земле наручники и пристегнул горку к трубе ограждения. Монстр дергал ногой, но освободиться не получалось. Послышался вой сирен, и через минуту к горке уже бежали полицейские. Дедушка и внучка переглянулись и друг за другом прыгнули в горку, так и не выехав с другого ее конца. Монстр за считанные секунды принял вид обычной горки. Размахивая удостоверениями и пистолетами, стражи порядка прибежали на детскую площадку. Но вместо монстра увидели обычную горку, которая уже перестала быть монстром и была пристегнута наручниками к ограждению. Катя и Иван заглядывали внутрь, пытаясь понять, куда же пропали дедушка и внучка. Полицейские были в бешенстве, а самый главный из них прокричал Ивану, что увольняет его. Катя как могла пыталась доказать им, что горка и правда живая, но ее никто не слушал. Иван неожиданно заулыбался. Он вдруг понял, что спасать людей он может и без погон. Он повернулся к Кате и прошептал на ухо: «Мы сами проведем расследование и всем докажем, что мы правы». И поцеловал ее в щеку. Катя покраснела. Кажется, она влюбилась. Вот уже 3 суток Катя Соколова не находила себе места. Несколько дней назад она познакомилась с замечательным парнем, с которым даже обменялась телефонами. Но он по каким-то непонятным причинам ей не звонил. Катю возмущало такое поведение. Ей казалось, что если Иван, так звали молодого человека, взял ее номер телефона, поцеловал в щеку, это что-то да значит. С тех пор, как они расстались, прошло 3 суток. За это время от Ивана не было ни одного сообщения. Решив больше не ждать звонка, Катя набрала сама, но номер Ивана был недоступен. Она зашла в мессенджер, но и там Иван последний раз был 3 дня назад. Тут Катя поняла, что что-то случилось. Она отправилась в то самое полицейское отделение, где когда-то работал этот парень. В отделении полиции она спросила у дежурного, как найти Ивана Порываева. Тот ответил, что Иван тут больше не работает, и как его найти, он не знает. Катя уже шла к выходу, когда другой полицейский окликнул ее. Он спросил, не Катя ли она, и если да, то ей письмо. Сердце девушки сильно застучало. Дрожащими руками она открыла конверт. «Дорогая Катя, если ты читаешь это письмо, значит, я не вернулся. Наверное, я погиб. Я решил узнать, куда пропадают люди, которые попадают внутрь горки пожирателя, и планирую съехать по ней. Если я вернусь, то обязательно приглашу тебя на свидание, потому что ты замечательная. Твой Иван». Вообще-то слово «твой» было зачеркнуто, но Катя решила не обращать на это внимания. Ее Иван отправился в горку пожиратель, и она была намерена сделать все, чтобы его вернуть, если, конечно, горка не съела его. 2 часа спустя Катя стояла на детской площадке. Около ее ног была большая сумка.
Горка-пожиратель стояла на том же месте, где и обычно. Выглядела она как типичная горка. Но Катя знала, что на самом деле эта горка – самый настоящий монстр. Девушка поднялась по ступеням вверх. Там она нашла пластырь. Это был тот самый пластырь, который она прилепила Ивану на лоб, когда обрабатывала его раны после драки с горкой-пожирателем. Значит, Иван тут был. Катя спустилась и подошла к горке снизу. Она обследовала края, но никаких следов крови не нашла. Наверное, все-таки Ивану удалось как-то проскочить внутрь горки. Но куда именно? Пришло время узнать это. Девушка достала из сумки автомобильный домкрат, вставила его внутрь горки и стала крутить ручку до тех пор, пока верхний край домкрата не уперся в край трубы. Горка, удивленная находчивостью девушки, перестала изображать обычную горку и открыла глаза, пытаясь понять, что там происходит внизу. Девушка докрутила домкрат и подергала его. Он надежно уперся в края трубы, и горка при всем желании не смогла бы сомкнуть челюсти. Затем Катя достала из сумки табличку, на которой было написано, что горка на ремонте, и прилепила ее на горку липкой лентой. Далее она достала шлем, надела его на голову и поднялась на горку. Пришло время выяснить, куда пропал Иван и что там внутри у монстра. Девушка легла головой вниз, оттолкнулась руками и полетела вниз. Катя все ехала и ехала, а горка не заканчивалась. Как будто она оказалась не внутри горки, а в какой-то бесконечной трубе. В горке было темно. Угол наклона то увеличивался, то уменьшался. Катя ехала то медленно, то быстро. Неожиданно впереди показался просвет. Девушка зажмурилась, вылетела из трубы и упала на что-то мягкое. Она открыла глаза. Вокруг нее был какой-то неизвестный полуразрушенный город. Вверху над ней была труба горки, уходившая куда-то в небо, а под ней куча матрасов, на которых Катя и сидела. Она сняла шлем с головы и поправила волосы. Даже в параллельной реальности она должна была выглядеть на все 100, ведь где-то здесь был Иван. Все вокруг было какого-то синего цвета. Катя подняла глаза и увидела, что солнце в этом мире испускает синее свечение. Прищурившись, она увидела вдалеке фигуру, которая что-то тащила. Катя пригляделась и поняла, что это Иван. Она побежала к нему, размахивая руками. Увидев Катю, парень побежал ей навстречу. Через минуту парень и девушка обнялись. Иван рассказал ей о том, что если ехать по горке вниз головой, то можно оказаться в параллельной вселенной. Он узнал, что некоторых людей горка съедает, а некоторые проваливаются сюда, но почему так происходит, он не знал. Девушка спросила Ивана, почему он тащит какие-то ящики. Иван показал ей пальцем в небо, и девушка увидела, что высоко над ними висит лестница. И если до нее построить возвышенность, то, наверное, можно выбраться. Девушка спросила, опасно ли в этом мире, но Иван ответил, что все это время он строил помост до лестницы, и мир вокруг не изучал. Катя сказала, что лестница подождет, и они просто обязаны обследовать этот мир горки-пожирателя. Взявшись за руки, они пошли в сторону ближайшего дома. Дом, в котором они оказались, был пустым, но кое-где на пыльном полу были видны следы. Как бывший полицейский, Иван предположил, что следы принадлежат одному взрослому и одному ребенку. Парочка последовала за этими следами, и уже совсем скоро они оказались во внутреннем дворике, где сидели дедушка и внучка. Катя вспомнила, что это были те самые дедушка и внучка, которые были сообщниками горки-пожирателя. Это именно они заманивали доверчивых горожан внутрь монстра. Она схватила валявшуюся рядом трубу и приготовилась обороняться. Иван схватил кирпич. Дедушка и внучка встали, подняли руки вверх и направились в сторону парня и девушки. Они сказали, что хотят поговорить. Вид у них был несчастный. Катя и Иван переглянулись и согласились выслушать дедушку и внучку. То, что они услышали, очень их удивило.
Оказалось, что дедушка и вся его семья, состоящая из сына с женой и 2 внуков, недавно переехала в район, в котором жила Катя. Как-то вечером они пошли прогуляться на детской площадке. Сын со своей женой и детьми решили прокатиться с горки. Вся семья забралась наверх, один за другим они соскользнули вниз и пропали. Дедушка несколько часов пытался понять, что произошло с его родными, а потом сам решил съехать вниз и оказался в этом параллельном мире, где встретил всю свою семью, которая никак не могла выбраться наружу. Катя была в шоке. Она спросила, как же им все-таки удалось выбраться. На что внучка рассказала, что они смогли договориться с Горкой-пожирателем. Горка отпускает девочку и дедушку, которые должны заманивать в горку новых жертв. За это Горка обещала позволить вернуться в нормальный мир родителям девочки. Иван спросил, сдержала ли Горка обещание. Дедушка грустно кивнул. Горка позволила вернуться в нормальный мир его сыну со своей женой, но не отпускает младшего внука. Дедушка и внучка против своей воли продолжают заманивать в ловушку несчастных людей в надежде выпросить у Горки разрешение вернуться наверх с ребенком, которого Горка держит в заложниках. Катя обняла девочку и дедушку. Эта история ее очень растрогала. Иван спросил про мир, в котором они находятся. Внучка рассказала, что это мир пожирателей. Она сказала, что все, что вокруг есть, это пожиратели. Катя и Иван присмотрелись внимательнее и увидели, что стул, который стоял во дворе, был с глазами и зубами. Под навесом висела лампочка-пожиратель. Дедушка вывел всю компанию на дорогу и показал на проезжающий мимо поезд-пожиратель, а рядом на парковке стоял автобус-пожиратель. Вещи, которыми люди пользовались в обычной жизни, в этом мире были пожирателями и мечтали попасть в мир людей, чтобы начать охотиться. Дедушка сказал, что пока в мир людей удалось каким-то образом пробраться только горкам, автобусам и поездам, а вот предметам поменьше это сделать сложнее. В это время из-за угла выглянул малыш лет 5. Им оказался тот самый внук, которого Горка-пожиратель держала в параллельном мире в качестве заложника. Неожиданно Иван сказал, что у него есть идея. Он спросил, как и где можно поговорить с Горкой. Внучка указала ему на старую телефонную будку. Сняв трубку, в нее можно сказать все, что угодно, и Горка услышит. Главное не подносить трубку слишком близко к уху, так как это трубка-пожиратель. И двери у будки лучше тоже не закрывать, так как это будка-пожиратель. Иван попросил всех ждать его, а сам отправился к телефонной будке, у которой были глаза. Он взял трубку, в верхней части которой были зубы. Катя наблюдала, как Иван о чем-то разговаривает с Горкой по телефону, активно жестикулируя. Как только он повесил трубку, откуда-то сверху опустилась труба Горки и как пылесосом стала засасывать всех в себя. Сначала в трубку залетел дедушка, потом его внуки. Катя почувствовала, как и ее отрывает от земли. Она, что есть силы, сопротивлялась и бежала к Ивану. Она схватила его за руку, хотела, чтобы они вместе полетели в нормальный мир. Но Иван как будто прирос к земле, и силы Горки на него не действовали. Катя держала Ивана за руку. Вихрем воздуха ее подняло вверх и стало засасывать внутрь Горки. Волосы ее растрепались. Иван по-прежнему стоял на земле и не двигался. Глаза влюбленных встретились. Катя поняла, что Иван уговорил Горку отпустить их всех, а сам пообещал остаться в качестве заложника, которого точно будут искать, и Горка получит много новых жертв. «Я люблю тебя», — сказал Иван, глядя Кате в глаза, и отпустил ее руку. Катя с визгом улетела вверх в трубу и через минуту оказалась на той самой детской площадке, где уже бывала неоднократно. Она вскочила и побежала к Горке, наклонилась и громко прокричала: «Я вернусь за тобой, Иван!» И горько заплакала.
Дедушка, внучка и внук побежали домой. Наконец-то вся их семья была на свободе. Если тебе понравилась эта история и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами.